Всем привет! Начинаем стрим, день 26. Итак, кое-что я сделал вне стрима. Это исправил эту порнографию с Эвенбасом, которая у нас была. И понял одну вещь, видимо, listen сервер или сам сервер не очень дружит с статиками. Или как-то, в общем, как-то не очень ему со статиками. Вот бы сейчас бы Гидро поюзать. Привет, Гидра. Ничего не понял, что ты написал. И поэтому я решил попробовать передать его через как объект. То есть мы обращаемся к нему как объекту. Получаем его, достаем. Вот такой вот метод создал. И в нем обычный делегат. И все как бы заработало, все хорошо, то есть нас устраивает. И таким образом мы будем как бы и общаться в дальнейшем. И часть компонент тоже передадим на виджет, тоже сделаем. Там переделаем. Вот. Ну, понятное дело, методы там поудалял. Короче, я решил, что сделаю RPD игру в Scratch. Давай. Все это поудалял, все, что лишнее было, вот эта порнография. И в runbar виджете, в общем, тут дописал то, что когда мы принимаем вот этот array, что у нас происходит. То есть у нас вызывает наш кто? Наш компонент триггерит вот эту вот часть. То есть она, во-первых, запускает update run widget. Update run widget у нас это вот этот вот товарищ. И он у нас триггерит наш виджет. Вот. Update run widget триггерит наш виджет. Также я добавил вот сюда вот булевую, которая у нас отвечает за то, надо ли нам апдейт запускать или не надо. Изначально все true стоит. Но так как мы запускаем отсюда его, то мы здесь спрашиваем, последний ли это элемент, так как у нас руны могут залететь одна руна, может залететь две руны, может залететь три руны и так далее. Мы здесь сравниваем и передаем ему. И, соответственно, у нас апдейт срабатывает только когда это true будет. Угадай, как будет у него очень много ног на украинском. Без понятия. Но это очень интересно. В нее вот уже богатый ник. Хорошо. Мы апдейт делаем, true передаем, тогда он триггернет наш делегат. Если нет, то нет. Соответственно, у нас не будет того, что вот мы передали 3, и он в рунбаре 3 раза берет и чистит старое, потом добавляет новое, и без вот этого всего. Итак. Ну, понятное дело, что мы подвязались на делегат. Здесь на native destruct мы отвязались от этого делегата. Все очень легко и просто. И мы добавили его в наш scrollbox. То есть он его добавляет, там учитывает количество, добавляет это количество. Инициализацию также я сделал в runbutton виджете. Вот она у нас тут принимает всякие разные штучки. Я думал сегодня получить бан, но ладно, тогда сегодня без бана. Ну попробуй. Может быть, у тебя получится. Может быть, но это не точно. Чекпоинтеры и магия. Мы проверяем и магия, мы проверяем датаст, который мы здесь получили. Вдруг там что случилось, правильно? На всякий случай. И после этого мы присваиваем run индекс и run info. Run info это на будущее, потому что нам надо будет доставать всякую информацию из него про количество и про прочее. В run индексе у нас индекс, с которым мы работаем, чтобы мы могли потом обратиться к компоненте, ну, сделать триггер в компоненту, отослать. То есть, допустим, мы когда нажали apply, наш компонента должна будет по этому индексу взять и вытащить то, что нам надо, и сделать. Вот. Ну, текст назначили, и маги назначили. В общем, как-то так. Теперь нужно сделать вот эту вот менюшку tooltip, которую я уже добавил. Она есть. Ну, в качестве класса она есть. Ее так-то еще нету, но она в качестве класса просто есть. Вот. Сейчас мы ее сюда вот сделаем.
И что она туда отображает, то есть там тоже будет у нас находиться такой товарищ, как init. Нам нужно, она штука эта существует всегда. Мы ее будем так вот чпок выдвинули, задвинули. Короче, я скачал обои Clash Royale, игра интересная, похожая на Age of Empires. Круто. Молодец. Ты молодец. А ты почему не в школе? Что это такое? Почему уроки не делаешь? Button widget. Вот здесь у нас он кликит должен быть. И мы должны сказать, что вот мы кликнули. И тут есть два варианта. Либо мы тоже делаем через event-басы всякие разные. Либо же мы... А никак тут по-любому через event-бас действовать. Единственное, что это сделать здесь делегат, а в рунбар, чтобы он постоянно подписывал его. Но тогда с каждой руной он там будет его отписывать, старые подписывать, новые. Там прям беда-беда будет. Нас эта беда-беда не устраивает. Поэтому мы возьмем тоже через event-бас шлепнем. Два виджета свяжем. Таким образом. Вот таким вот образом. Run tooltip виджет подвяжется на... ничего он не... ну да, но он на этот самый подвязывается. Я сегодня так долго ждал твой стрим, почему так поздно запустил стрим? В 11:50. Потому что я решил чуть-чуть попозже запускаться. А что такое? Долго он ждал. Почему на вопросы не отвечаешь? Так. Мы, значит, подвяжемся на event-bus. На событие клика runbot, on run button в клик. Вот она будет там принимать в себя вот этот вот, вот этот вот Я ждал 25 часов. 25 часов ждал, вот ты какой молодец. Руна инфа. Руна инфа передаем. Ну, он нам нужен для отображения картинки, для... Ну, чтобы достать всю информацию. Там-то вся информация есть, потому что там датаст еще хранится. Количество тоже второй раз написать. Написать name, написать description, написать, показать картинку. Может быть и видосик показать какой-нибудь там, типа, как улучшается башенка условно. Что смог уже реализовать? О, тяжелый вопрос. В принципе, пока еще ничего. Мопцов, которые ходят, смог реализовать. Руна инфа. Вопрос опять же вообще. Вопрос про проект. Вопрос вообще глобальный. Или вопрос про сегодня. Так, мы, значит, обращаемся. Проект за 26 дней. Успел сделать мопцов, которые ходят, башенки, которые строятся, башенки, которые улучшаются. И вот сейчас делаю руны, которые даются. Вот. Инфа. Мы передали, информацию получили, но визуал потом. Короче, у нас есть protected virtual void native construct. Я ждал 25 часов, это 1 день и 1 час, или же 1500 минут. В констракт. Спасибо за информацию. Важная была информация. Найти в констракт.
Супер. Native Construct. Native Construct. Хорошо. Event Bus. Подключили Event Bus. Получили Event Bus. Getter. Сделать Getter тоже надо будет, да? В принципе, нам его когда получать? При старте, и при этом больше мы никогда не... 1500 минут, это же надо подождать 1 минуту 1500 раз. Да, представляешь? Event Bus. Event Bus. Event Bus, Event Bus. Bus, Event Bus. Ну, постоянно получать его. Когда нам постоянно его получать? Нам его на старте и в конце надо получить. В принципе, больше нам его никогда не надо получать. А я-то не хочу его постоянно получать и там, и там. Ну, в плане на всякий случай я его запишу в этот, в поле. Сразу get сделать, get event bus. Эту вот мразь не прописывать. Давайте сразу сделаю метод get event bus. Единственное, что некрасивая история. Нам понадобится вот это вот переписать сюда. Я не ел, я не спал, я не пил, я не ходил, я не сидел, я не лежал, я не стоял, зато у меня стоял. Event bus, event bus. Event bus. Event bus. И здесь event bus мы ему объясняем, что это такое. Точнее, не то, что объясняем, мы ему намекаем. Окей. Так, найти destruct. 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 Бас. Там еще ничего нету. Нам надо его создать. Он run button. From info без array. Знаешь, что я только сегодня узнал, что я ночью хроплю, еще храп такой страшный, если б грабитель вошел в дом, сразу бы вышел. Да, он испугался бы, он run button. Button widget click. Clicked. Так. Есть. Ну, здесь, соответственно, мы его получаем. .bind. Подожди, их же будет. Ну да, подписчик 1. Подписчик 1. А вот bind new object. Чем with update.
Run tooltip widget update Runia tooltip. Update Runia tooltip. Такую вот фишечку мы делаем. Я ждал 25 часов, твой стрим это же как не юзать гидру 25 часов, как сидеть на уроке 46 минут. Слушай, ты бан прям выпрашиваешь, да? Прям выпрашиваешь его. Unbind. Потом надо не забыть, если будем использовать еще разочек, то чтобы мы его сделали динамиком. Так, и принимает он в себя вот такого вот товарища. У меня челлендж получить бан без спама и без мата. Так ты хочешь его выполнить? Так, он не знает, что такое. Я вот думаю, мы его так подключим или сразу сюда. Давай сразу сюда. Room. Info. Так, есть такая история. Run button widget, click it on bind, bind on bind. Так, еще ниже. Так, любезно, вот сюда. Хорошо. Есть. И вот тут от апдейт как раз таки начинается вся приколюшка. Теперь я хотел бы в виджет залететь. Чтобы в виджете мы что-то сделали в виджете. Создать его надо, чтобы я визуально понимал вообще, что мне надо. Кроме текстбоксов и прочего. Ну, как минимум 2 кнопки надо. Это кнопка закрыть и применить. Это как минимум. Подожди. Так. Рунес. Blueprint класс. Руния. Tooltip widget. VP. В смысле, asset is already this? Ты чё, обалдел? Я создал песню про машини на украинском, хочешь послушать? Ну, сейчас банда будет. Знак вопроса просто так. А, то есть ты так не спрашивал даже, да? Ты этот самый, ну на. Давай я послушаю. Run tooltip. Где ты существуешь? Тебя что обновить надо? Как там это апдейт? Окей, хорошо. Что нажал? Вот все удалено, да? Дай мне руни написать. Нет-то. Так, открываем товарища tooltip run. Как он будет выглядеть? Думаю, overlay. Думаю, overlay.
Мы его там сами... Не, подожди, оверлей. Ну да, size to content, в принципе, да. В него я хочу border. Обязательно истории. То есть сам border вовсю идет. Потом я хочу... Ну, border пока... Так, вот так. Потом в него я хочу засунуть... В него я хочу засунуть... Чего я в него хочу засунуть? Я хочу засунуть в него horizontal box, vertical box. Думаю, просто как это будет выглядеть. Допустим, там слева вверху у нас есть этот квадрат, да? У нас, точнее, там прямоугольник будет. У нас слева вверху и будет стрелочка, показывающая, что его закрыть. Ну, типа, ну, туда его закрою вам. Внизу самым кнопкой apply. Вверху заглавными написано name его. А потом какие-нибудь параметры, типа там стоимость. Description. Иконка. Там можно название и иконку сразу сандалить туда. Ну да, короче, vertical box. В него horizontal box. Это наш header. Horizontal box. Ну, нам не нужен, да, просто так обозначение, что это header. Потом в horizontal box. Кучу horizontal боксов делать. Потом vertical box, еще один vertical box. Еще один vertical box. И в конце еще один этот horizontal box. Еще один. Я все-таки это сделал, заспидранил бан без спама и мата. Да, видишь, ты молодец. Молодец. Давай ты вниз. Вообще лучше ауто, да, и не растягиваться вниз. Кстати, я не собирался песню писать тебе. Добрый день, Александр. Помнится мне, вы нашли работку. Начинали только. Как сейчас обстоят дела? Остались на том месте. Добрый день, Александр. Да, как нашел, так она и закончилась. Месяц поработал, и там все встало, и все как бы. Вот так обстоят дела. Вот. Как-то так. Грусть. Да. Есть такое. Так, horizontal box. Так делаем. А вот этот вот так делаем. Хотя он и так будет кверху, а тот к низу, потому что они в начале и в конце идут. Вот этому я хочу. Все, что было 4 пикселя. В хедер мы должны поместить вот эту кнопку. По поводу кнопок у нас есть батон PPP. Вы продолжаете поиски, я надеюсь. Не отчаялись? Да, продолжаю. Вот, недавно мне тоже написали, что... Иди отсюда, мальчик. Ну, не так, там типичный, короче, типичный ответ. Но, в общем, поиски продолжаются, но даже до стадии этого собеседования, какого-то общения вообще, в принципе, по теме,
Да вообще по Аня. какой-либо теме. Від Так, Таврии до понятно. лампу. Не кайф ловим. Гидро не Ukraine Ride. успокаивается. Друже, тільки вперед, нчме мотор рёве. Адреналин пик Даже шкірою. до Підсвітка неонова, це мій этого стиль. как Ссылка. его. Порше на трассе Ми-Кинг. До хоть какого-то Ну, общения вообще, это не норма. это самое. Да ну как, это норма с точки зрения того, что так сейчас обстоят дела, но вообще это не норма. Это не норма. Я тоже с лета 3 месяца без работы сидел. Грусть, печаль. Грусть, печаль. В сентябре нашел только. Так, геймдев или как там? Или куда там? Что за работа? Смотрите. Так, Matter Button, Widget Audio. У нас разве он не наследуется от изначального какого-нибудь? Вот этот товарищ у нас разве не наследуется от кого-то? VP Run Button, он же Master Button Widget. Вот он, красавчик. Мастер Button Widget. Мастер Button Widget. А мы не добавим Мастер Button Widget, потому что его нету. Его надо создать. Вот эту кнопку Back именно. Что она по-особенному-то выглядит. Там надо отнаследоваться от Мастер Button. Button. Компанию цифровых двойников. Но мне прям нравится. Команда приятная, задачи интересные. Я хорошо справляюсь. Все друг другом довольны. Это вообще кайф. А что значит цифровых двойников? Компанию цифровых двойников. Это типа что? Сразу несколько вариантов угадать не буду, поэтому просто спрашиваю. Так, Master Button. Ага. А почему его нету здесь? Мастер, потому что вот BBP hide run tooltip. Ну вообще, блин, она, ну да, она со стрелочкой будет, то есть, короче, потом не проблема. Hide Runia Tooltip. VP Hide Runia. Ну вот застройщик продает ЖК строящийся, нам поставляет чертежи, мы это возводим моделями в движке и наш функционал пристраиваем, даем возможность ознакомиться с архитектурой, окружением, двором, даем погулять по квартирам и т.д. В общем, продающие фичи для застройщиков. Знакомо. Знакомая история. Так. Tooltip. Это что за конкурент? Как компания называется? Он же интересуется конкурентами. Так вам все и скажи, без предыстории я точно ничего не скажу. Давай предысторию. Давай предысторию. Это еще интереснее. А чё за конкурент пиздист? Я с твоего ника, ну, вообще тащусь, ну, ты знаешь об этом. А ты, чё за конкурент? Ты тоже в этой теме? Или что? Так, compile. Button и текст-блок нам надо. И...
нас компания-первооткрыватель этой сферы в РФ. Я тоже разработчик продуктов для застройщиков. Понятно. Я не спам Гидра, не путай меня с ним, я не буду спамить, так что не бань. Посмотрим. Вот точно, да, не спам Гидра, точно. Первооткрыватели, нифига себе. Застройщики собрались, короче. Круто. Батаны, батаны, батаны. Ну да, для боли этот я сделаю. Ну, допустим, да. Меня зовут Максим, так что я не спам Гидра. Окей, поверим. Случайно не в Арт 3D тебя взяли? Это там человек этот пишет, как его, предисловие, а ты... Ордер. Не, мимо. Теперь ты ходи. Теперь ты этот стреляй. Так Давай. я жду предысторию. Предысторию чью? А не пишу. Пиздиса? Предысторию конкурентов или что? Я думал, ты имеешь в виду свою предысторию, ты сейчас расскажешь. Так кто следующий ходит? Так, значит, я хочу... А какую предысторию то? Компании? Да. Не-не, я молчок. Вот. Вот так. С чего это так вам интересно? Да, мне, в принципе, название... Ты мне скажешь название, мне вообще ничего это не скажет. Ну, вообще, мне не это самое. Вот пиздису это прям... Вообще оверлей на будущее. И почему для Александра это такая знакомая тема? Опустим этот момент. Так, значит... Ботан. Александр. Блин, я тащусь с Александра, конечно, это... Так, 0. И... 0, окей. Просто очень узкая сфера. Сейчас конкурентов нашего продукта развелось очень много. Интересно стало, из какой компании и не более. Мне сказали, что ты Unicorn 47 ВВС, мне спам Гидра сказал, но я тебя буду называть Кэт. Хорошо. Конкуренты. Так. Называем этот. Подожди, батон-то он так батон. Ну не, он не батон, он батон 0. Теперь батон это батон, а текст-блок это текст-блок. Так, все, есть. Текст. Текст, давайте я пока вот таким вот образом сделаю. Мне спам Гидра сказал поюзать Гидру. Бан хочешь, да, наер, да? Давайте баш на баш и разойдемся. Буду иметь в виду, кто у нас первооткрыватель, а вы в каких чатах искать конкурентов. Так, значит, это я хочу, наверное, каким-нибудь более-менее типа красным сделать. Светлее чуть-чуть или потемнее наоборот. Давай вот так сделаем. Compile, да? Здесь по нулям. Там я хочу А бордер. ты что сейчас делаешь? Я делаю кнопку. Бокс.
Давайте лучше в личные сообщения, тогда всем будет спокойно за свой зад. Если согласие, дам контакт. Личные сообщения, мощно. Го. О, в Discord пойдете. Так. Не, это не имеет смысла. В WoW5 удобнее делать кнопку, чем в Scratch. Да. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Так. Допустим. Лучше эк, конечно. Ну или так, вам как там удобнее. Я просто это Discord свой. Это самое. Ну это такое дело. Так. Где у нас этот самый вот сюда вот нам надо добавить теперь? ДС тоже варик. Чисто голосом. Чисто разобраться там. Без контаков. Хайдрон тул тип. Вот сюда мы его добавляем. Угу. Но тут есть проблема в том, что он будет... что он будет немножко... Кстати, зацени аватарку. Айзом драконица. Не аватарку, ну там Рик Граймс или я не знаю, что это. Не падать. Допустим, предположим. Не, ну мы можем, конечно, сайзбокс ему дать и дать вид четкие какие-то. Ой, 6. Да, именно 6. 128 какие-то. 128. 128, 128. То есть. И там уже не важно, как все остальное будет, он будет своей ширины. Наверное, вот это будет более правильная история. Верно, точно. И паддинг слева, пожалуйста, пикселя и 6. Да, вот, отступить. На 128, даже на 128 тоже многовато. Что-то я, это самое, 64. 100. Вот это меня устраивает. Также я еще бордер не доделал. Меня гидра сбила. Гидра. Так. Давай даже 2 пикселя вот так вот сделаем. Может быть чуть. Тут точка 9. Не знаю, как это сильно повлияет. Точнее, это никак сильно не повлияет, но тем не менее. В общем, так вот будет это выглядеть. Пока что. Потом что-нибудь придумаем. Более интересно. Так что ж. В КС 1,6 я хочу заменить, когда теры выиграли с Terras Twin на Тракторист Вин. Молодец. Это самый лучший патч, который выйдет. Обнова на КС-ку. Так, дальше я хочу... сделать. Наверное, хочу и картинку, и этот отобразить там же. Да, я хочу и картинку, и там же, и это там же. То есть horizontal box в horizontal box пойдет. И в этом horizontal боксе будет текст. Будет текст. И в этом тексте, ну, во-первых, текст по центру, будьте так любезны. А, тебе плевать, да? Тебе плевать.
Балбес, понял. Вопросов больше не имею. Вот единственное, что он будет съехавшим, в плане того, что он в эту сторону будет смотреть. Больше не по он не совсем по центру будет, некрасиво. Ну, а что поделаешь, такова судьба его. Можно, конечно, эту кнопку здесь оставить просто, а этот сделать. Наверное, да. Ее на оверлей поставим. Так, вид есть. И вот сюда засунем ее. Вот идеально. Просто красавчик. А не кнопка. Топ тоже 6 пикселей отступить. Хорошо. Вот, есть контакт. Compile. Потом сам текст мы сделаем. Эту кнопку нам надо будет играет в паблике 500 игроков, 200 за КТ, а 300 за теров выигрывают. И такое тера из 300 тракторист вин. iDrone tooltip button. 500 игроков, да? 1000. Блок. Кстати, еще непонятно, как она выглядит будет. Она может прям быть ужасно. Ужасно какой-то. Но мы ее в сайзбокс можем дать ей минималку, максималку. Короче, так, текст строго под... Не, подожди. Там, где с текстом ты рассасываешься. Зачем тогда хедер? Подожди, тогда ты идешь в хедер, ты уходишь. Ты у нас Нет, ты не рассасываешься, ты по центру. А вот тут вот еще должен быть и магия. Магия должен быть сюда. И за счет того, что и магия тоже по центру, у нас происходит беда. Мы можем сделать вот так вот его. Вот, и они нормально так себя будут чувствовать. Что сейчас сделал? Угу. Тут с лефта пикселей 6 сделаем. Есть и сам имидж. У нас есть D64×64. Угадай, вот также за сколько текст я сюда. Сделаю релиз RPG игры в Scratch. Я думаю, к концу моего стрима уже полетит релиз. Примерно 7 дней. Молодец. Так. Name. Rune name. Давай вот тут. Rune name. Текст блок. Rune name. Текст блок. Rune name. Текст блок. И теперь есть вот здесь у нас спичка, да? А вот тут WhatsApp. вот там Кстати, я когда-то делал игру про лабиринт в Scratch, мне кажется, что эта игра даже лучше CS2, хотя не кажется, ведь там такое все крутое. Вообще. Вот там horizontal box. В него нам надо 2 батона посадить. Это apply А вот этот батон, который не, это с картинкой, который нас Run tooltip button.
Надо создать еще один. А что там будет? Там текст только будет и все. Правильно? Больше ничего не будет. Только текст, ну и визуал. Больше ничего не будет. Там рун. Пока потом приду. Давай, спамгидро, давай. Виджет select. Дейс, как дела? Или ты уже ушел? Или ты еще здесь? VBP. 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 Рун. Тултип батон. Я же сказал, я не спам Гидра, ты меня с ним не путай, в отличие от него я не спамлю. Тут я. Норм дело. Вроде. У тебя как продвигается? Да помаленьку продвигается, идем вперед уверенными такими нами. Ладно, шагами это громко, шишками. А что значит вроде? Что значит вроде? Что значит вроде? Это как это вроде? Так, VBP, run button. Run button, tooltip, run button есть. Run tooltip. Tip button. Button, конечно, тут с этим беда, но поделаешь, такова судьба. Так вот, что значит вроде? Это как понимать? Ну пока непонятно. Поэтому вроде. Ну ладно, там что-то лично, а я докопался. Окей. Ну, хоть сейчас норм. Это уже хорошо, понимаешь? Так. Вот, значит, этого товарища мы шатаем. Не, подожди, вшатаем. Мы его не вшатаем, он нам нужен, он просто другого цвета. Давай, такой хочу, окей. Бордер у нас остался. Потом текст. Молодец, Пангидра, молодец. Мы напишем apply, но у нас здесь есть. Пока-пока. Типа, давай. Да не личное. Просто не ясно, что будет дальше. Думаю, что все сложится. О, ну, это хорошо. Но если сложится, это же будет хорошо. Просто я скажу, это хорошо, если сложится, а ты наоборот не хочешь. Просто если это хорошо, так это хорошо. Если ёб, не падай. Тучки падают. Тогда это хорошо. Так. Текст мы можем извне задать, это очень хорошо. Это мы apply пока напишем. Смотреть, что у нас тут по стилю. Давай дизайн сделаем. Сложится хорошо. О, вообще кайфово. Вот это понятный мне язык. Сложится равно присвоить хорошо. Все вообще идеально. Все. Вот это понятный для меня язык. Вот он. Так, apply. Значит. Нет, мы не будем его делать. Вот такой хочу. Ну, понятно. Стиль это все. Мы не про стиль, мы про... Черт пойми что. Вот так. Outline хочу один. Допустим, вот такой вот хочу. Все. Apply будет. Ну, понятно, что не apply, но apply. Ну, типа. Дадим. Батон. Что у нас тут по батонам есть? Этот. Да. Это вот он наш apply.
Apply. А как его растянуть так, чтобы вообще было хорошо? А как его растянуть? А никак его не растянуть. Единственный вариант его растянуть, чтобы было хорошо. Ну, понятно, что можно в сайзбоксы, там тяни как хочешь. Но чтобы он был хорош в качестве... не по центру. Вот тут вот сделаем пикселя 2. А по бокам 4. На каком сейчас у тебя этапе Тавер Дефенсе? Что сейчас мудришь, Соу? Ну, я делаю тултип, который запускает эффект руны. Вот, ну, юзает руну. То есть у меня аж каждую волну дается какое-то количество рун, которые мы юзаем, чтобы себя бафнуть или дебафнуть противника. И вот сама уже эта вот полоска есть, скорее всего, не запустится. Тут здесь, да. Эта полосочка-то есть. Быстро надо поставить. Быстрее, 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 чтобы успеть. Сейчас, короче, волна пройдет. Ускорим этот процесс. Вот, и руны появились. Вот эта полосочка есть. Теперь мы должны на нее кликнуть. И вот тут справа вылезет, ну, короче, тултип вылезет большой с именем, то есть что оно делает, сколько оно стоит, и кнопочкой типа применить. И вот этот тултипчик делаю. Вот. Ну, а потом, как сделаю тултип, потом делать кнопку apply, которую я подготовил, потом делать, чтобы они выпадали, то есть разные руны сделать. Вот. Сделать систему дропа, как я хотел, то есть чтобы у нас от 1 до 3 было одинаковых. То есть нам дается 3 руны каждый матч, ну точнее каждую волну, но потом будет увеличиваться количество рун, сколько дается. Но вначале у нас дается 3 руны, но одна из них 100% будет точно такая же, как и противнику дана. А вот 2 остальные мы не знаем. Они могут быть и точно такие же. Допустим, 2 одинаковые, а 3 другая. Или 3 одинаковых. То есть, либо 4, если дальше там идем уже. Ну, вначале 3 рассматриваем. И вот такая вот штучка сделать. Тоже, что мы не знаем, что у противника, какие у него карточки. Ну, есть вот эти руны. Но мы четко знаем, что вот нам дали 3 карточки, и мы знаем, что вот одна из них, но мы не знаем какая. Мы не знаем какая. Одна из них вот, по-любому вот, точно такая же, как и нам, которую дали. Так, это мы закроем. Это мы назовем, как-то мы его назовем. Надо фил сделать его. Фил сделать. И сделать его... Но здесь вообще штуки 2-3 их будет, потому что один apply, другой не apply, нифига. Вот не apply там, а combine, не знаю, комбине пишется вроде. Что за NFS Most Wanted после победы над боссом? Most Wanted. А что там тоже что-то карточки были какие-то, что ли? Не помню. Не, у меня тут не это самое. После босса, после волны. Где-то другое. Короче, комбайн. И тут у нас кнопок добавляй не хочу, в принципе. Вот, посмотрим, как они. Ну, комбайн пока мы ничего не делаем. Это на будущее. Так как у нас карточки будет много их, мы сможем объединять их для увеличения эффекта. Так как одну карточку мы сможем один раз юзнуть. Пока она висит, мы другую не можем юзнуть. После победы там давались на выбор карточки. В одной из них авто соперника. Не помню. Или помню, подожди, там еще с детальками что-то было. Детальки или это другая игра? Не помню, короче. Ну, в общем. Так вот, нам карточки-то даются. Мы, так как можем юзнуть только одну карточку, если она уже висит, ее эффект, допустим, там на 5 ходов какая-то, то мы повторно такую же карточку не сможем юзнуть. Нам надо, ну, ждать, пока она закончится. Поэтому нам имеет смысл, так как карточки будут копиться, их объединять и получать более здорово, делай эффект. Как? Делай здорово, делай, да, хорошо вроде. Тебя как делай?
Шаман, привет. Короче, объединять их сможем и получать лучший эффект. То есть, соответственно, бац, крутую карточку улучшенную свою завязали. Вот. Так, ладно, добавили. Имидж нужно нам как-то run icon сделаем, потом run. У меня норм. Тестил Blueprint виджеты и понял, что они мне не нравятся. Как тестил? И почему они тебе не нравятся? Что-то интересное назревает. Так. Потом вот это вот apply button. Вот это вот combine. Не точно combine. Комбиния. Комбини пишется. Я англичанин еще тот. Да иди нафиг. Комбиния. Ну да. Правильно. Ярман. Хорошо. Сделали. Слишком много элементов надо туда-сюда добавлять. Фил. Почему вот этот ауто? Ага. Можно узнать, на что ты живешь. Стало интересно после того, как на одном из стримов ты сказал, что нигде не работаешь. Можешь не отвечать, если не хочешь. Да, в принципе, что тут частично на сбережения, ну и жена. Решил сделать на чистом слейт на плюсах, а оказалось, что он так доработает. Слейт на плюс, оказалось, что он... Слейт? Не понял, что за слейт? Что за знакомое? Не вдупляю. Интересно, на одном стриме работает. Ну да, нигде не работаю, но что-то где-то есть, что-то где-то это самое. Но основное это что-то сбережение. Просто так получилось, что накопил, будем так говорить. Ну, основная все-таки это жена. А мы добавили вот эту штуку. Я хочу от хедера, кстати, отступить. Значит, чтобы он ботом пикселей 10 держал его как бы на дистанции. То же самое ботом сверху. 10 пикселей. Ты же работал в сфере услуг. Это графический API Unreal, на котором держатся все виджеты. По моей памяти. Да, дело было, да. Ну, на тот момент, когда, по-моему, ты залетал, я еще дорабатывал поваром. Ну, там так было, туда-сюда. Slate виджет тот виджет, который потом надо обернуть в виджет. Поваром. Да-да. Не думал попытаться реализовать себя в игровой студии. Все переходит на OP5, и думаю, твои навыки бы пригодились. Я с удовольствием. Я, когда вижу вакансию, которая, ну, подходит мне, я подхожу под, ну, как я думаю, что я подхожу под критерии, которые там Шаман, описаны. не обязательно. У меня на чистых плюсах работают. Я как бы пишу им, но дальше того, что я им отсылаю, ну, кто я особо не отсылаю, там, ну, я просто говорю, какой у меня опыт, что я умею, и дальше вот сообщение, которое мне приходит, дальше вот этого сообщения, которое мне приходит, ничего не заходило, потому что дальше сообщение, типа, мол, это самое, проходите мимо, грубо говоря, сообщение. Поэтому я только за, с удовольствием, но вот так вот. А по поводу, ты же работал в сфере услуг, вот это просто или это по поводу, типа, может, накопил я не там. Я хочу идти в магазин, но не хочу, скажи, хотеть или не хотеть. Я хочу идти в магазин, не хочу. Идти или не идти? Не, иди сходи в магазин, иди сходи. Так, apply button, этот мы отступили, вот сюда теперь надо заполнить его. Я думаю, мы просто горизонтал боксами его заполним, в них текст, который текст и текст, который не текст.
Ну, в плане, который текст, но который заполняется из плюсов. То есть из данных, которые мы подтянем. Слав, а как ты потом будешь его использовать? Текст, который не текст. Хорошо, пойду в магазине поюзаю гидру и поспамлю. Дайте бан дам, ты же не спам-гидра. Но ты говоришь, что поспамишь. Я тебе за других дам бан. За что в других местах будешь спамить. Как тебе идея? PP текст. И текст еще один, в принципе. Ну да, текст. Вот таких вот горизонтал боксов очень много. И, по-моему, у нас есть вообще-то отдельный под это самое. Мы создали такой виджет. Шаман, это будет геймплейное меню. Вот. Или ты спрашиваешь, как я вывел его во viewport? Спасибо, что ответил. Хорошего тебе стрима. Да, пожалуйста. Спасибо, да, за хороший стрим. За пожелание хорошего стрима. Тайвер, tooltip, текст. Тайвер, tooltip, текст. Так, а чё ты Привет, наследуешься? ну как пропуск? Привет. Да, отлично. Отлично. Так. И на дотерском хочется ответить. Прям вот. Но нельзя на дотерском общаться. Так, тайвер, tooltip, текст, виджет. Товарищ Тавер, tooltip, текст, виджет. Ты нифига не tooltip, не для Тавера. Вайрк 776, ты и здесь. Не tooltip текст и не tooltip текст для... Just relaxing, как где меня нет. Fail аним. Это который вот этот дергается, да, но он нам не нужен. Я бы tooltip текст. Ну просто как я понял, Slate виджет это тупо болванка. А чтобы использовать его в UI, нужно его в виджет обернуть. Unreal сам меня зовет. Меня зовет. По поводу этого, соответственно, тупо было. Но ты можешь все равно написать все на плюсах. Ну, то есть даже без использования нету и добавить его можешь. Но ты же вообще не контролишь по пикселям, оно будет все. Ну, короче, ты понимаешь, что это гемор, это что-то безумие какое-то. Ну, ты можешь. Тебе как бы. Ты можешь это сделать, но это что-то как-то. Это что-то как неправильно. Капец, полоска такая классная, темная. Свет по включить, наверное. Перерыва. Идем. Героем. Так. Я думаю, что вот этот товарищ сейчас будет отнаследован от другого товарища. Мы вот эту вот часть повторим, потому что ему надо вот эта часть. Ему надо вот эта часть. Ну, ему надо, понятно, преконстракт, ему надо текст. Ему надо... Ну, ему не надо tooltip. Вот этот и триггер файл аним ему не надо. Я бы, короче, создал что-то общее. Tooltip текст. Text value. Text value. Значит, cost на MTB. Значит, cost. Это, типа я сюда записал cost. Он его переименовал. Что значит cost? Понятно. Text value. Text value v. Снять cpp класс. User widget. Иди сюда, user. Widget next. Text value. Text value Шаман, widget. все виджеты в том числе и наследуются от SweetJot. Я сделал свой в своем худе, сделал на него chart ref поле и в Begin Play и создаю через Create Widget.
Еще у Джианджина есть функция. А зачем ты вот этой порнографии? Чем тебе обычные юзер-виджеты не понравились? Что ты пытаешься с ними делать? Добавление и удаление виджета из Viewport. Но я их забыл. Читай Viewport. Ничего не понял. Так а чем тебе эти не подходят? Они что, не работают так или что, не пойму. Что происходит? Ладно, пусть будет здесь. Text value widget. То есть это вот как раз таки этот самый. Ну, вы поняли. Все, туда-сюда. Почему-то в плюсах мне комфортнее. Может, я кодофил? Может быть. Все может быть. Подожди, а он что, щелчок это самое отлавливает микрофон? Ну. Блин, в целом в Slate-виджетах нужно копаться, если нет аналогов в стандартных виджетах Unreal. О, да, Например, вот. есть слайдер. Спасибо. А тебе нужен слайдер с двумя ползунками, который еще и рейндж между ними может считать. Есть ощущение завершенности, а принтах как будто все временное. Не, ну то, что ты описал, Дейс, это можно и так реализовать с двумя, ну типа два слайдера просто в один виджет засунуть и просто там разницу считать. Это, конечно, безусловно, это будет медленнее работать и прочее, чем самому написать именно под эту задачу написать свой виджет. Это безусловно, но есть еще незавершенности в принтах. Как будто все временно. Это можно, но будет медленно. Не, ну понятно, что он будет медленнее, чем этот, но это что ж у тебя за проект такой должен быть интересный, когда у тебя два виджета, два вот этих вот слайдера сильно повлияют на оптимизацию. Это что такое должно быть? Шаман, все виджеты юзат другие виджеты. В своем меню виджете я просто создаю экземпляры других виджетов через Sion. Так, текст, давай, все, раздупляйся. Есть. Супернейминг идет сюда. Сюда. Тип, который мы сейчас будем переносить, идет сюда. Ты наследуешься от... чего ты наследуешься? Ты наследуешься от вот этого товарища. Вот это вот мы удаляем. Widgets, text value widget, хорошо. Есть здесь SBD. SBD. Потом мы переносим в обязаловки сюда тебя. Паблик есть. И не tooltip текст. Это все мы переносим сюда. Так, потом это нам не надо, вот это вот нам надо. Protected. И вот это вот нам надо найти в preconstruct. Это туда же попадает. Окей. А можно теперь плюсовую часть открыть? Чего-то. Угу. Тоже больше вкладок. Опля.
Опля. Только будьте так любезны. Потом вот этого товарища тоже убрать. Да подставить. Молодец. Есть. Хорошо. Эту часть мы сделали. Мы его перенесли. Только вот эта вот приколюшка есть тут. А, это если максималку ставим. Да-да-да. Тут нет приколюшки никакой. Все у нас блеск. Шикарно. Все у нас. Единственное, что мы можем вот это вот сделать сразу. Так вот. И у нас будет замечательно все. Прекрасно просто. 7. Теперь создайте текст value виджета, отнаследоваться. Ну и прописать ему всякие штучки-ключки. То есть это как раз таки вот эта вот история, где у нас есть текст, который мы вписываем, и значение, к которому мы идем. Здесь же у нас все, приколов никаких не случилось, ничего не отвалилось. А ну-ка. Ага. По нулям, прикольно. Ага, поменял. Вот эти поменять надо. Так, давай вернем на место. Это тут не работает, там работает. Но такое дело. Потому что там пересоздается, я понял. Все. Там работает, здесь не работает. Вот эти я хотел поменять. Value widget. Value widget. Подожди. Text value widget. Все. А нет, не все. Еще сюда. Все. Тут необходим просто жизненно необходим запуск. Твайрк 776, ты то сам когда запускать будешь? Руня. Подожди, почему здесь руня? Текст. Value. Саня, прикинь, я играл с женой в Лего. Твайрк 776 пришел и спрашивает, когда Unreal запускать будешь. В смысле? Это как? Это как? Как ты играешь в Лего, сидишь? Он к тебе домой пришел или ты стримил, как ты играешь с женой в Лего? Ну я стримил, с ней сидел. И Вот оно что было. Больно. Так, VBP. Что мы делаем? Это рун, да? Рун текст. Он на меня подписался, когда я стримил разработку своего проекта. Легенда вообще.
А что ты разрабатывал? Что там по разработке было? Каков итог? Order. Overlay. Border. Border. Horizontal. Horizontal. Border мы вбиваем в нулину. Horizontal box по тексту давайте. Extracts dx2. NameTB. NameTB. И ValueTB. ValueTB. Файл. Так, первый текст, это типа, что он будет? Давай кост. На энтузиазме для ребят фичи пилил. Когда работу нашел, не осталось времени в их проекте принимать участие, поэтому отвалился уже. Не знаю, как дела у них сейчас, пока не сильно слышно. Понятно. Понятно. Чтобы мы понимали, что к чему. Ну, здесь просто пусто. Просто ничего, все есть. Что касается... Подожди, не есть нифига. Не есть вон family. Ну, нам пофигу, в принципе, пока пусть будет белым цветом. Закрыть и сюда нам его добавить. Тогда нам и horizontal box не нужен. Просто добавляем вот эти вот VBP. VBP текст. Вот compile сделаем мы небольшой отступ. Или просто по цен. Не, они тогда разъедутся, все будет не очень красиво. Мы сделаем им с left где-то 10 пикселей, может даже 20. Нет, надо смотреть сейчас, когда он будет, потому что вот. Потому что вот почему. Да. Вот почему. Ну, давай мы тебя сейчас обернем в sizebox. И дадим минимальную ширину. Где-то 200 пикселей. Тоже 200. 200 это и была 200. 400 давай. О, какая-то это огромная сильно. Там надо текст немножко по это самое. Ну да, тут сама кнопка 128 на 128. Знаешь, блин, огромная мразь. А ну иди сюда, кнопка. Давай ты будешь... давай 50-32. 50-32. Ага, молодец. И вот здесь вот... Здесь мы сделаем тебя 24. Это потому что ты разъехался. Кажется, или... Ну, оно разное немножко. Ну, окей. Мама сильно это была какой-то проблемой. Молодец. Вернись на место. Так, стопа давай 12. 16. 20. Вот 20 самый раз. И сам текст блок 24 сделаем. Вот и как раз будет все четенько. Файл. Так и не строго по центру. Но оно кажется, что оно пустовато, потому что оно не в общаке. Но посмотрим сейчас, как в общем будет выглядеть, ибо
Либо посмотрим там. Потом здесь 24. 24. Какие у нас вообще параметры есть? У нас есть run cost, потом image мы туда тянем, description и run object у нас есть, но run object мы никуда не ставим. Нам надо description и cost пока что сделать. Run cost, run cost, run cost. Текст, run cost, текст, потом run description, description, текст, запишем run текст, run cost, точнее не run текст, run cost, description. Description. Но потом там damage еще где-то сюда затишится и прочее. То есть ставится. Будет там все будет. Apply text блок, бла-бла-бла. Сюда вставили, сюда подметили. В принципе, все, да, сделали. То есть нам нужно вот эту вот пачку указать. Понять, кто есть кто. Можно еще и не создавать, кстати, этих, как его, ну тогда метки надо какие-то расставлять. Метки расставлять какие-то надо. То есть либо ename, либо name, либо еще что-то, кто есть что. То есть можно взять было бы vertical box, всех их перебрать и что-то каждому записать. Но смысл? Просто строгий указатель делаем, к которому обращаемся и все. И вариантов других пока мы не рассматриваем. Так, а теперь я хочу его добавить на наш mainhood. Mainhood, вот сюда вот. Как ты вообще называешься? Run tooltip. Run tooltip. Что за 2T? Tooltip. Run tooltip. Угу. Есть контакт. Значит, анхар у нас справа. Точка 5 для удобства. Position 0,0. Сайзы. Вот с сайзами size to content можно было бы сделать. Но вот тут нужно думать с максимальной стороны, как все это выглядит. И она очень огромная получилась. Сейчас будем кнопки драконить. Так, выше, ниже, не, выше, ниже мы не делаем. Минус 20, да, пусть будет 320. Она должна будет выезжать, заезжать. Также, если это 320 минус, а этот 0, то есть максималочка у нее должна быть 300. Да? В тех пикселях или в тех пикселях все это дело идет. 300. А тут минимальные 400 в смысле. Это вверх. 300. Вот. Это приколюшки. То есть максималочка. Тогда в скроллбокс надо поместить эту информацию. Потому что если я хочу сделать, допустим, 400, чтобы она была, а вот здесь, допустим, 600 мы поставим максималочки. Да, то есть мы ее ограничиваем максимально, минимально. 600. Где я? 600. Just relaxing. Ой, извините за скорость. Я уже запустил. Вот он такой будет, да? 400. Вот такой.
Так чуть-чуть делаю, но такое стыдно показывать. Это просто испанский стыд. На блюпринтах делаешь там? Или что делаешь? Так, ну кнопочка мне нравится. Кнопочка мне нравится. Кнопочка хорошо идет. Текст, блок окей. Но в высоту можно и больше. Вот это сейчас все поуменьшаем. Вот это уменьшить. Плюс задать надо, ну, какой-нибудь бордер сделать для общего. И также вот это вот, скорее всего, в scrollbox поместить. Вот этот вот vertical box. Сам в scrollbox поместить, а его в sizebox. Или наоборот. Чтобы он, короче, если что, просто description может быть большим, он его проскроллить мог. Он это, да, игрок, который... Товарищ игрок. Так, вот это мы до 20 уменьшим. До 20 уменьшим. Вот это вот. Just Relaxant, я как парень из рекламы порошка. Если вы не анрелите, тогда я иду к вам. Так. Батоны. Батоны я уже закрыл. Батоны мы вот это до 24, до 20, наверное, тоже снизим. Смотрим. Так, 600, наверное, это многовато. 500 сделаем. Плюс все-таки кнопку мы отправим в этот... в хедер. Начало, пожалуйста. Да. Вот мы ее отправим в этот. Соответственно, ему не надо делать вот эту часть. Ему не надо делать вот эту часть. Ему надо находиться просто по этому. А слева надо 6 пикселей. Слева 6 пикселей надо. Или не надо? Так, потом сам бордер я хочу... Ну да, я хочу сделать точка 2 какую-нибудь. Добавить rounded box. 2 пикселя. Строго черный. И fixed radius. Compile по 6 пикселей. Это все. По 4 пикселя. Так, как эта вся штучка идет? Так, вот, уже интереснее. Уже интереснее идет. Потом надо еще вглубь отступить. Убрать у баттона этого и вглубь отступить. Их втоптать туда. Чтобы все втопталось, это именно надо сделать, чтобы именно вот этот товарищ не 4, а где-то 8 пикселей втоптался. Сам баттон можно ему сделать 4 пикселя или 0. 0 давай попробуем. Так, уже что-то, хорошо. Потом можно еще отступить сам вверх, чтобы немножко отступил, и низ немножко от низа отступил, то есть чтобы верх и низ был побольше на пикселя 2. Давай. Но это можно и здесь, кстати, организовать. Вот, то есть топ сразу 10, вот там 10. Вот таким вот образом. Хорошо. Так, текст есть, этот есть. В принципе, все. Можно уже приступать к этому, к плюсам. Run cost, description есть. Надо будет его в sizebox делать. Sizebox. Потому что если мы запишем вот сюда вот много текста, да, залетит очень много текста. Run cost. Где ты? Потерялся. Да, допустим, мы берем его и делаем его текст. О, текст value только внутри, да, пишется. Через этот. Вот это вот беда.
Ну ладно, давай испортим вот это вот. Тогда пишем еще всякие разные вещи. То произойдет вот что. Unico RN47 ВВС, а что с предыдущей игрой, которую ты пилил с магией? Предыдущей игрой, ну я ее типа доделал, типа, и выложил. Вот. Такого как-то. Так, во-первых, у нас у текста тут есть такая штука, как врапы и прочее. Точнее, не врап, а как она называется. Тут клиппинг, по-моему. Не, клиппинг это не то. Как же она была? Чтобы он перескакивал на другую эту строку. Вот, потому что если мы укажем вот эту часть, допустим, предположим. Это игра FPS. Да. Которая ссылка в описании, да, это туда ведет на скачивание его. Ауторэп, но должно быть какое-то ограничение сверху. Да. А, вот, wrap текст, auto-wrap текст, да, оно, благодарствую. Вот оно. Короче, я не иду в магазин, на ковре был осколок стекла, я на него встал. Молодец. До сих пор Типа стоишь? сайзбокса, в котором будьте этот йодкст. Скачиваю сейчас ее. Окей. Окей. Сейчас за ценимой отпишусь. Давай. Пройдешь первого босса основного, разобраться, как вообще играть. Это самый главный босс, как показывает статистика. Так, вот так. Я думаю... я не думаю. Я не знаю, подожди. Если мы его... Вот бы сейчас Всем гидро пока, повязать. я домой. Мы его сейчас vertical box. Я вот думаю, если мы его будем добавлять в scroll box, вот этого товарища, scroll box тоже нужно ограничение, правильно? А scroll box работает на что? На элементы. То есть, если мы сделаем wrap scroll box, добавим, у нас scroll box не появится. У нас не будет scroll box. Нам надо его как-то ограничить. Правильно? То есть, чтобы он как-то... Ну, ограничение, короче, было. И я вот не помню, там надо... Надо... У тебя ведь это все в сайзбоксе. Сделай просто ауто у вертикала. Где? У кого? Вот этого? Сайзбокс или кто в сайзбоксе? Ну, у меня вот сайзбокс, да. Ауто сделай просто ауто в вертикали. Что такое вертикаль? В вертикали сделай ауто. Ну вот ауто. Вот этого ауто сделать. Он ауто. Или у этого сделать ауто. У кого сделать ауто? А забей. Неактуальную картинку на стриме видел. Все, забил. И мне лучше бы напомнил, как скроллбокс у нас работает. Нам же надо ограничить сам скроллбокс, правильно, шириной, чтобы мы, ну, высотой в данном случае, чтобы мы могли его то есть сюда надо добавить скроллбокс, сайзбокс и ограничить, я вот так вот сделаю, и ограничить его вот этим сайзбоксом. Допустим, максимальная высота там 100 пикселей. Вот, да, вот так вот должно быть. Да, если мы добавили в этого, то у нас как бы есть еще и вот эта вот часть. То есть вот эта вот часть должна совпадать с вот этой вот частью. 600. Ну, не совсем 600. Чуть меньше, с учетом вычета всяких этих. Ну, пусть будет 500, я не знаю, 580.
Ну да, больше ему не даст этот сделать. То есть тут сколько мы не укажем, тут не важно, 600 пусть будет. Он за тот предел не выйдет. Это мы указали, хорошо. А он будет переходить на другую строчку-то наконец или нет? Потому что он что-то не особо переходит на другую строчку. Wrap не особо сработал. То есть или его интересует только его внутренняя часть или как? Ну-ка. Где этот auto-wrap был? Или wrap text add? Но add это... У тебя строка еликовая. Он такое не переносит. Точно. Вот она, пояснительная бригада, которую я ждал. Подожди. Если пробел поставишь там, где нипт между чисел, тогда перенесет. Все, сейчас поставим. Так, кост. Это ж я здесь задавал эти циферки, всякие разные. Так, вот я в начале, все, давай. Давай натыкаем этих пробелов. Все это сохраним и у нас в итоге... Вот. В итоге то, что и надо было, да-да-да. Дело такое. Все, есть, работает. Высоту только побольше сейчас дадим им. И все будет хорошо. Тебе. Так, тебе высоту. Тебе высоту. А сколько высота вообще у нас? Это ж не важно, он все равно не выйдет за пределы. То есть сколько мы ему тут не дай высоты. Он за пределы не выйдет. Так что можно вообще не ставить ее. Кстати говоря, можно и этот не ставить. Подожди. А как это будет работать? А если мы еще давай? А че он выходит за пределы? Здрасте. Уф. Вот так вот это работает. Ну ладно. Все, принимается. Принимается. И этот принимается, и этот принимается. Выйдет он за пределы, он только в путь его вытащит. Быстрее, полетел. Короче, 250 ставим, и нормально будет. 250, хорошо. Так, возвращаемся сюда, смотрим. Вот прекрасно, все чудесно, все есть. Но 250 это мало, надо ее еще чуть больше сделать. Саму эту плашечку. Может быть раза в 2. А раза в 2 это значит вот здесь вот 800. Минимальная 400. Минимальная 400 нам подходит. 200 минимальная подходит, да. 200 минимальная подходит. Есть 800 добавили. Получилось. Ничего не получилось, потому что этот не рассасывает его. Нам надо, чтобы этот его рассасывал. Если 800, значит где-то 700. Сделаем. И он вылез за пределы 700. Это много, 600. Будет 600. Понял. Кстати, в текущей расстановке игрок, база которого слева будет в проигрышном положении, потому что из-за этого поп-апа сложно разглядеть, что там у врага. Ты видишь, что вот враг. У тебя в любом случае, у тебя этот поп-ап справа. У тебя в любом случае он-то справа. Вот что у этого игрока, у тебя база врага справа. Это не одно и то же поле на экране. Это разворот, поле. Я от музыки испугался. Не пугайся музыки. Все хорошо. А я думал, они с одной стороны камерой стоят. Не.
не с одной стороны камеры стоят. Вот, что это самое, size to content надо было же делать. 330. 40. Они тут вот как, вот сейчас будет попонятнее. Вот смотри, я ставлю башенку. А, ничего я не ставлю, мне виджет мешает. Как его можно скрыть? Где у нас здесь? Hidden и collapsed. Смотри. Мы ставим башенку вот тут. Оп, и она появляется вот тут у противника. Мы ставим вот тут вот башенку зеленую. Оп, и она вот тут появилась. Они вот так вот смотрят, типа. На эти самые, на свои. Эти вот они. Ну, то есть один смотрит с этой стороны, другой смотрит с той. Ну, точнее, наоборот. Ну, вот этот смотрит с этой стороны, вот его точка просмотра, а вот этот с этой стороны. Так это одно и то же поле, просто на 180 повернуто. Так. Есть, значит, visible. Делаем visible. Visible. Вот он уже наезжает. Мразь. Он не наезжал, можно его поменьше сделать, циферки, вот эти вот всякие буковки. Или их так фиг разделить. Не, подожди, их нормально разделили, огромное. Их еще можно сделать меньше. Вот эти вот буковые. И сам этот усандалить. Чуть поменьше сделать. Или чуть повыше. Во-первых, повыше, подожди. Во-первых, повыше. Во-первых, повыше. Это сюда. 20. Молодец. Минус 20. Минус 50. Вот, да, минус 50. Потом сам текст. А чё так дорого? Значит, дорога. Значит, дорога. Молодец, кост. Молодец. Так, есть потом. Вот этот вот я хочу фонд не 20, а 18 сделать. Больше помещалось. Так, ну вот, есть. И вот он подстроился. Так, теперь бы мне надо, чтобы не работал вот этот вот скролл. А я не помню, как мы это делали. Там у скроллбокса есть какая-то штука. Там у скроллбокса. Мы это делали для рун. У нас есть. Там можно подсмотреть. Правда, я не знаю, куда посмотреть. Но вот тут, по-моему, в Unscrolling Possible. Вот это вот Never, по-моему, есть. Consume mouse scroll view. Вот этот Never ставим. Когда мы пытаемся... Ага, ничего не работает, когда мы пытаемся. Это не то. Что это такое? Что это такое? Закройся. Always when scrolling possible. Always consume mouse view. Этот. Да, вот он. Дать просто надо внимательно. Есть контакт. Сколько лет киту? Ой, не знаю. Какую версию Unreal юзаешь? Сегодня 5.6. Или, ну, если, конечно, она там не вышла втихую 5.7, потому что превьюшка-то уже вышла. Но последнюю, короче, 5.6. Чё мышка такая медленная? Вот, кнопочку нажал. Так, есть контакт. Выглядит, конечно, отлично, 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 замечательно, прекрасно. Apply, combine, back, типа скрыть. Осталось добавить этот, как его, сам. Добавить сам этот. Ты смотри, какой предал 5,4. Слушай, так я еще и с момента этого его предал. С 5.5. Так, комбайн, apply. Вот это, конечно, отступы огромные тут. Получается, отступы просто нереальные. Почему они получаются? Потому что этот его не до конца сдвигает, правильно? А чтобы этот его сдвинул до конца, он должен быть fill. Вот так вот должно быть, да. Оно. А кто у нас говорил, что 5,5 залупа багана и т.д.? Ну, я говорил, я не отказываюсь от своего.
Ну, если я так говорил, это же значит, я не сидел его не юзал. Это ж каким надо быть человеком, чтобы что-то, ну, чем-то не пользоваться и говорить, что это что-то плохое. Сейчас начнутся примеры там с всякими штуками. Но смысл в том, что его юзал и что. Я еще сказал, что я как-то, ну, по-другому стал к нему относиться, что фигня. Так, все, теперь идем в плюсы, все это подвязывать, что нам надо, чего нам не надо и прочее. Мы создали его, вот наш tooltip. Также анимация нам нужна. Анимация. Ну, пока я не знаю, какая, пусть будет new animation. Да, погнали. Так, закрыть. Текст, виджет закрыть. Tower, tooltip, текст, закрыть. Run tooltip, виджет. Бас. Да, мы принимаем вот этот run info. Это у нас апдейтится. Но нам надо вначале создать uProperty. Разные. uProperty. Blueprint read only. Категория. Категория. Run tooltip widget. Meta bind widget. И кто нам нужен? Первый, кто нам нужен, это hide tooltip widget. Hide run tooltip widget. Только я без понятия, кто ты. Что ты наследуешься? Ладно, не буду стримера обидать, а то другие подтянутся. Обидать? Это что такое обидать? Побежать. Так, мастер баттон. А хочется, да? А хочется. Каким образом ты собирался меня там обижать? Мастер. Виджет. Так, первый пошел. Ну то, что ты предал 5,4. Так это когда было? У тебя ты как будто бы из прошлого пишешь, знаешь? Будто бы 5,4, типа, я не знаю, был амбассадором каким-то, во-первых, а во-вторых, как будто бы только сегодня вышел 5,5, и я уже побежал на 5,5. Как будто бы не 5,7 на носу, знаешь? Типа, как-то... Так, widgets. Есть такое. Что из прошлого пишешь или как? Что есть такое? Что это такое? Нам батонс интересен. Мастер баттон виджет. Вот этот товарищ нам интересен. Раз. Время быстро летит так, чада, из прошлого. Окей. Так, мастер баттон виджет еще одни-две штучки надо. Это вот этот apply батон и combine батон. Apply батон и combine. Combine батон. Так, дальше нам нужен вот этот текст блок и магия. Room name текст блок. U текст блок. Ну давай его, ну не важно куда его. U текст блок. U текст блок.
лог и UIMAGI. UIMAGI. Дальше у нас идет вот эти два покемона, пока что два. Пока два. Это RuneCost текст, который от RuneTool тип widget. Parent. Не, это его parent, подожди. Text value v. Text value widget. Value widget. Теперь бы я вот так сделал. Text value widget есть, потом отделил, разделил немножечко. RuneCost текст и description. Хорошо, создали. Потом анимация нужна. Анимация это где? Сейчас я хочу посмотреть. Стример TF2 играть бдёшь? Или елда интереснее? Елда интереснее. Это ты уже создал? Так. Значит, я его сюда засуну. Protected пойдешь. Тип widget, tooltip animation, UAnim. А что? Сервер в TF2 2 минуты создать. То есть успеешь, да, пока я это самое скачиваю и устанавливаю, да? Show hide anim. Choose show hide. Hide anim. Хочу так. Show hide anim. Хорошо. Да, но сразу говорю, у меня в стиме бесплатный ак. Это как? Это как? Что значит? Значит, бесплатный ак. Платный ак. Ну, игры не покупал и в друзья принять не смогу. А почему ты игры не покупаешь в стиме? А где ты их покупаешь? Или ты это? Или ты это зеленый? Так. Купи TF2, в чем проблема? Она же вроде платная там. Сколько она стоит? Бакс, 2 бакса. Сколько? Особенно, она же бесплатно же, по-моему, раздавалась. А не, смогу, но не могу приглашение отправить в друзья. Да, я зеленый. О, осуждаем. Так, TF2 с 2011 года бесплатная. А, да, я там помню. Платная, она бесплатная. Так купи что-нибудь. Купи, я не знаю, GTA 5 какой-нибудь. Сейчас скидки, кстати, проходят. По-моему, до конца сегодняшнего дня там скидки всякие разные. Весенняя распродажа, все дела. Купи себе что-нибудь и будешь как нормальный человек. А не как непонятно что. Так, есть контакт. Все вроде бы добавили, я перезапущу его.
Что там, ну, закупить что-нибудь за 10 баксов. И все, и счастье будет. Ну ладно, не обязательно за 10. Можно за 5 баксов. Особенно по скидкам, там может что-то и за бакс есть. А, там же, по-моему, какую-то определенную сумму надо, да? То есть там не подойдет что-либо купить. Там, по-моему, как раз таки надо 5-10 баксов потратить. Это да, но родаки не поймут и запрещают. Значит, не поймут. Значит, не поймут. Ты что? Деньги на игрушки какие-то тратишь? О, что из тебя вырастет? О. Типа такого. Бредом считают покупать игры. Но и в интернете же есть бесплатно. Зачем покупать? Правильно? Компайл? Компайл. Так, теперь я хочу создать этот самый. Прям один в одном сказал. А чё, родаки, походу, твои плюс-минус. Ну, ровесники вряд ли. Знаю, сколько какого ты возраста, очень вряд ли ровесники. Хотя, не, подожди, не, это прям супер вряд ли. Но близко к моему, скажем так, типа. Поэтому, да. Конечно. Хотя смотря сколько им, подожди, может они поздние родители у тебя. Поэтому там точно нет. Да, в твоем ПБ старше. Не, они по-любому старше, потому что это было бы невозможно. Но с одного поколения, скажем так, вот так вот. С одного поколения, скорее всего. Но это странно, что мое поколение тебе запрещает детишкам и игрушки покупать. Цифровые имеется в виду. Это, конечно, что-то странно. Ну да ладно. У каждого свои эти пути к воспитанию, к и далее. Так, я что хочу? Я хочу анимацию создать. Вот что я хочу. Так. Ну да, им под 40. Ну ты не уверен, да? Типа, мол, там непонятно, да? Там непонятно, что там, да? Так. Мне надо вообще весь его сдвинуть. Вот этот сайзбокс. Трансформ. Мы, наверное, тебя, товарищ, мы тебя сдвинем на... Насколько мы тебя сдвинем изначально по этому? Сам ты у нас... Приблизительно поэтому так и пишу. Ну, короче, потому что ты не помнишь, да? Ты не помнишь. Ну... Хотя, может быть, и не с одного поколения. Зависит от того, приблизительно с какой стороны. До ходит. До или после 40. Но это не важно, короче. В общем... Помнишь, но говорю обобщенно. Окей, вообще без вопросов. Короче, это как его, как не скрытность, конспирация, или как сказать. Ну, в общем. 4600, мы, значит, сделаем минус 600. И ты съехал не туда, куда мне надо. 600. На нуле. 600 на нуле. Если 600 на нуле, там еще надо поиграться с этим. Прикол. Там ему надо поиграться с отступом. Поэтому мы сделаем... Конфиденциальность — тяжелое слово. Конфиденциальность. 700 сделаем где-то. Соточку дадим на этот. Ну, я думаю, где-то на 0.75 у нас будет 0. Стоит, да и все. Как бы без каких-либо приколов. Просто вот он есть, просто play, так бац, поехал.
Ватс в обратку заехал, Ватс поехал. Здесь что пока? А, типа покадрово. А, мы же тут можем, кстати, количество кадров-то увеличить. Вот. И вообще тогда будет плавность. Но не, мы... А сколько у нас было? У нас 20 кадров было. А где 20 кадров моих? За это самое. Верните мне на 20 кадров моих. Ну, хватит. Опля. Ну и все. Вжух. Так, а теперь вся логика. Кликов, перекликов и прочего. Плюс подписок на все эти штуки. На все штуки в виде баттонов. У нас есть как минимум 3 баттона на данный момент. Hide Run Tooltip button, Apply button и Combine button. Нам надо к ним подвязаться. Соответственно, надо создать методы, которые будут вызываться. Function. Void. Hide Run button. Hide Run click it. Apply button click it. Давай так. Hide Run. Click it. Без button. Просто click it. Потом apply click it. Apply click it. И combine. Combine click it. Вот. Теперь create. Есть. Есть такая история. Апдейт, фу, я читаю hide, думаю, hide run tooltip, думаю, что за бред. Все, раздуплился. Потом мы берем. Подожди, а тут мы все в T-Object. Подожди, у нас наш святой T-Object обязательно. Без него ж не работает. Без него ж ничего не работает. Так. Я тут забыл. А ну скопируйся с этим. Есть такая история. Мы должны подвязаться к этим баттонам. Соответственно, вот этот товарищ вкачивается в поинтер. Достается батон из него. Потом из него достается батон. Достается, конечно. Достал, проверяй. Батон. Потом components магия. Потом текст блок.
блок, пока больше ничего не помню. Понадобится он кликет. Динамик. This. Hide run click. Play button. Point button. Play click it. И combine click it. Есть. Добавили. Все. Готово. С этим готово. Не очень готово. Очень готово. Run clicked. Апдейт надо сделать. Апдейт. У нас поступила run info. Мы его сразу назначаем. И помимо run info еще нужно кое-что передать. Нужно передать индекс. Мы не знаем, с чем мы работаем. Сюда вот int 32 индекс. Run index. Да. Run index. И вот нам, кстати, event bus понадобится. Play click. Тут есть checkpointer. Checkpointer get event bus. Из event bus мы там будем вызывать потом, короче, в компоненту сообщать, что виджет нажат был. Вот так вот. Ну, а виджет в свою очередь, компонент в свою очередь, там сделает мелкие проверки какие-нибудь. Да, это вот там не хватает. Хотя это и здесь можно сделать, на самом деле. Странно, конечно, проверять здесь. Не, здесь мы ничего проверять не будем, мы будем там проверять. Мы сделаем там... А, подожди, это должен все равно сервер делать. Сервер. Потому что нам все равно там делать эту проверку. Поэтому мы просто на сервере запускаем действие, типа может применить. И он полетел. Дальше свои дела будем делать. Делать свои дела. Так, run index. Мы сюда запишем. Помимо того, что мы его сюда запишем, мы его еще сюда должны записать. 32. Run index equal run index. Потом мы должны установить все параметры, которые у нас есть. Руни индекс, хорошо. Руни индекс. Подожди, подожди, у меня такая мысль возникла. А можно это как-то вот тут вот сделать разделение тоже на две части? Или это надо... Нет, это странно. Ладно. Окей. Может, это вообще как-то можно. Ну, как я говорил, вот тут бы добавить кнопочку вот переключения между этим, и вообще был бы кайф. Так, можно было бы на одном сидеть. Потому что вот это вот немножко раздражает. Часть не попадает. Экран надо больше. Здесь будет прекрасно. Run tooltip widget. Что я делал? Я отвлекся. Бесполезность. Я добавил. Вот здесь что он вызывает его. Там кто-то его триггерит. Его триггерит кто? Его рунбар триггерит. Его пока никто не триггерит. Left click it, right click it. Это тоже надо подобавлять еще.
Tooltip, hide run, click it. Есть, короче, погнали. Apply, click it, потому что там мы вообще еще не сделали, даже чтобы этот появлялся. Вот как мы будем начнем делать, чтобы тут появлялся, тогда мы триггерим этот фигат. Apply, click it, пока ничего не делаем. Вот здесь run индекс мы записали. Мы записали run индекс. И дальше мы в него передаем, иди сюда, run icon. Set image. Set brush from texture. From texture room info, room DA. Сейчас проверку подобаю, room image. Вот эту часть нам надо обязательно проверить. Обязательно. Хорошо, это мы сделали. Потом run tool, вот эту часть нам надо сделать тоже. Name будет? Нет. А у нас нейма нет. А как у нас нейма нет? В смысле? Run description. Run cost. Магия. Object. Flags. А с каких таких делов у нас нет рун? Вот это прикол. У нас действительно нет рун нейма. Я его типа на потом оставил или что? Интересно. Так, ну руннейм тогда. Руннейм. Вот тут вопрос. Если мы его оставляем в качестве текста, будет проще. С точки зрения локализации, во-первых. А во-вторых, нам не надо его преобразовывать. Ну, а для сравнения, это, конечно, беда текст использовать. Для сравнения мы его никогда и не используем, потому что если даже для сравнения его использовать по типа датасет с датасетом сравнение идет. Дырка во мне тут. Вот, смотри. Датасет с датасетом идет, поэтому он не сравнивает это, он по пути сравнил, да и все, по памяти. Окей, значит runName берем. Достаем отсюда runName. runName есть такая история. Дальше hide run tooltip нет, apply button нет, combine нет, run cost текст. Вот. И текст value. Там же какой-то метод. Нет, tooltip текст. Так он делается, принимает себя. Он себя текст принимает, да? Блин, сейчас не выйдет в ТФ погирать. Печально. Что, уроки или что-то предки захотели? Родители что-то хотят. На дачу, да, зовут?
Так, runday set cost. Run cost. Но run cost это у нас как бы этот, поэтому ftext as number. Дайте, надо кое-что для завтрашних пробных экзаменов распечатать. Ну, значит, надо. Если надо, значит, надо. Не поделаешь. Пробные экзамены, это да. Description. Так, мы тоже их назначили, обозначили. В принципе, все, да? То есть у нас что есть? Кстати, кост это хорошо. Я еще number хотел сделать. Нам надо number сделать. Знаете, почему нам надо number добавить? Потому что когда мы нажмем combine, он тоже должен будет проиграть вот это, типа подергать эту штучку. А если он будет дергать эту штучку, ему надо будет тот виджет, значит. Я только тот виджет мог использовать. Не морочить себе голову. Какая некрасивая история получилась. Ну да. Ну давайте добавим count. Run count text. Count text. Добавили. Открыть. И давайте пойдем на перерыв. Вам такая замечательная история. Мне нравится. Давайте 5-10, максимум 15 минут продолжим, окей? Продолжим безобразничать. Продолжим. Так. Нам надо помимо вот этого апдейта еще и запускать саму вот эту вот часть. Show hide anim. Интересная задумка в голове сейчас появилась. Можно, знаете, как сделать? Можно вот тут на анимациях, когда мы дополнительно все скрываем, открываем. Это вот здесь-то. Можно вот эту кнопку вообще скрыть. То есть set visibility поставить этот. А потом, когда она дойдет до этого, ей вернуть set visibility. Вот так вот будет. Так, а тут он хочет другой текст. Еще один. Description. Сюда пойдешь. Count. Есть. Вот такая вот штучка-дрючка. И окей. То есть можно сделать, чтобы кнопочка исчезла вообще.
появилось не сразу. Не, это будет отвратительно смотреться, не хочу. Фу. Не, мы же делаем play animation, play animation, play animation, time, подожди. Time start, play mode forward, все, тут просто forward. И все. Play animation, show hide anim. Hide anim. Хайданим. А вот хайдрун кликет, он должен будет сделать то же самое, только наоборот. То есть здесь он хочет, что у нас started time 0.0. Play animation backward. Animation. Ладно. Animation reverse. Так вот сделаем. Ну и чтобы здесь просто красиво было и понятно. Play animation forward. Так более читаемая история будет. Магнус, ты что, реально хочешь TF2 погонять? Конечно. Это ж моя мечта. Мечта моя погонять в TF2. А что такое? Ты возбудился уже или что там? Что ты? Так, show hide anim. Show hide. Ну Лан, учитывая, что тебе 16, тебе подходит. Подожди, а почему? А разве не в 16 не Fortnite вот эти вот всякие? Или там PUBG Mobile какой-нибудь? Не? Блин, я свет забыл включить. Это все из-за вашего Team Fortress. Разве не вот это вот 16, нет? Что там у молодежи сейчас популярное? Так, TF2 из их категории. Ну ладно. Не знаю. Тебе как молодому виднее, что там из чьих категорий. А мне без понятия, я не знаю, что там. Так, show hide anim, хорошо, он едет туда, он едет обратно. Он назначил апдейт. И вот тут вот будет, конечно, беда. Беда будет заключаться в том, что нам надо все-таки бул заводить. В смысле, мне виднее? Я на 11 лет тебя старше. Хорошо. Ой, Нандеракл. Прекращай баловаться. Я сломался. Короче, нам надо бул завести, потому что если мы клацнем на другой виджет, плюс надо также еще запускать после того, как мы update run tooltip сделали, чтобы он через время hide run кликет. Короче, запустил метод через 10 секунд. И он его обновлял, этот таймер. И, короче, он что-то делал. То есть нам надо и таймер, и бул. Бул нам нужен для того, чтобы в случае этого он не перезапускал вот эту анимашку. Анимашку не перезапускал. А таймер нам нужен, чтобы эта штука вечно не висела. То есть мы там ее через 10 секунд типа засовываем обратно. Если не навестись. Если не навестись, то мы через 10 секунд ее засовываем. Соответственно, нужно еще добавить вот этот вот mouse enter, mouse leave. Дополнительную логику. Вот. Ибо нефиг. Mouse enter. Native on mouse enter. А ну-ка также
Вау. Ой. Enter, но тут единственный момент в том, что я в душе не гребу. Я в душе не гребу, где этот... Что он туда принимает, короче. Enter. Моя геометрия, вот это он в себя принимает. Подожди. А еще где есть? Вот оно надо, вот. Это не та штучка. Давай. Right. Хорошо. Прекрасно. Если бы он еще не раздуплился бы. Дракл, ты лучше расскажи, какие-нибудь есть новости по новой игре от Сосаликов. Вот. От разработчика Сосалика. Что там, когда Elden Ring 2, когда этот... Когда, короче, когда вот это вот все, вот это. Это вот. Или Dark Souls 4, когда. Bloodborne 2. Bloodborne ремейк, ремастер. Ну или ремейк. А, не, подожди, все правильно, сюда. По играм от From Software. Они разрабатывают Bloodborne 2 на Nintendo Switch 2. Bloodborne 2. Bloodborne 2. На Nintendo Switch 2. Это случайно не та, которая похожа на Bloodborne, но нифига не Bloodborne. Там какая-то вроде такая была. Под другим названием Dust Bloods. Ну вот, это же не та. Это что ты это самое обманываешь? Что ты обманываешь? Это же не то же самое. Есть такая история. Хорошо, супер, мы запустили. Бул создать. Но я создам через этот. Uint it. Is Да, на это просто право на обладику Sony. Вот и приходится выкручиваться. Так она вроде всратая. Нет? Но она такая какая-то, ну понятно, потому что на Nintendo Switch. А нафига они вот это вот, типа, такие нормально, такие, а давайте мы сделаем на Nintendo Switch. Не, я понимаю, там вопрос бабла. Это я тут без вопросов. Но вопросик все равно имеется. Так, есть и потом таймер handle. Таймер handle. Так, при апдейте вот здесь вот, мы должны спросить без шоу. Как ты понял, что всратая? Она же не вышла еще. По визуалу. Я имел в виду визуал. Но я какой-то трейлер видел или еще что-то. Она какая-то... Пу-пу-пу прям. Или это я видел визуал... как-то мод на
Bloodborne, типа как будто бы он PS2. Вот. Может, я с этим путаю. Я же говорю, я не помню. Тем более, что может выйти нормального на Nintendo Switch? Серьезно, ну по визуальной части, что там может такого быть? Datron Tooltip. Мы проверяем BS-Show вот этот. Путаешь, наверное. Для Switch выглядит норм. Switch выглядит, ну, наверное, путаю, я же говорю, не помню. Я помню что-то типа такого, да, ее все там, вот это Bloodborne 2, там туда-сюда. Но вот, что там конкретно картинка какая за этим стоит, фиг его знает. Так, если он уже есть, мы ничего не вызываем. Если его нету, то мы вызываем Play Animation Forward. И вот этот вот делаем True. True делаем. Подожди. Ну да, если false он сюда залетает, если true он сюда не залетает, все правильно. Вот такую вот мы вещь делаем. Если нет, то мы тогда поступаем следующим образом. Нам не надо это. Не совсем. Не совсем, мы же должны еще таймер запустить. Get world. Таймер менеджер. Таймер handle. Hide. Таймер handle. Ну да. This. Run. Тип. Виджет. Чё, по One Punch Man готов? Dead Rackle уже все подготовил? Hide run clicked. Hide run clicked. Вот этот вот мы метод вызываем. Что еще он хочет? Он хочет здесь, нас что это интересует. Ну не совсем, но неважно. Этот. Не, подожди, что? Set timer on handle принимает rate bull. А что он делает? Подожди, а в чем смысл вот этого таймера, который здесь он принимает в себя handle? Я закупил 10 тонн попкорна. А ты? Не, я не готовился. Я, наверное, буду ждать, когда пачка выйдет, потом с женой будем смотреть. Потом рейд, потом би... А в чем прикол? Версия that doesn't take delegate. А что она делает? Если она не принимает делегат, что она делает? Просто отрабатывает раз в какой-то промежуток времени, ничего не делая? А в чем смысл? Просто время отсчитать, типа как-то можно использовать время отсчитать. Ты запускаешь его на 10 секунд, а потом проверяешь таймер exist. Типа такого. Что скажете? Или я что-то не догоняю? Ладно. Rate это 10.0. А вот loop false. False, хорошо. Он запускает на 10 секунд. В этом случае, если он уже того, он должен обратиться, опять же, к этому товарищу. Должен обратиться. Reset. Есть reset. Clear timer, это его имена clear previously set timer, identify set timer with the invalidate the timer handle as should no longer be used. Set timer, stop timer. Get started declare timer. Ну это же та же самая, да, история.
Не, ну pause таймер это pause таймер. А нас интересует тик. Можно тик достать. Разрешен в паблике. Clear. Подожди, clear таймер, это, конечно, здорово, но... Ну, да. Он должен сделать clear таймер и запустить новый таймер. А коли он запускает новый таймер, мы просто сейчас clear таймер делаем. Вот так вот hide time handle. А вот этого вот мы ставим сюда. Вот такая вот история. Здесь мы очистили таймер. И потом, кстати, без shout это тут товарищ hide drone false. Equal false. Хорошо. Вот apply clicked, кстати, тоже он должен будет одну штучку-дрючку нам... он никак этого не сделает. Потому что там сервер проверяет. Скорее всего, мы просто на apply clicked мы сразу hide run clicked просто вызовем метод и все. Пусть он закрывает его. Так вот в конце. Сделаем и все. Так, таймер мы очистили. Также пока я помню, что мы с таймерами делаем. Вот сюда вот надо, если мы навелись, нам нужно очистить таймер. Если мы навелись, то мы очищаем таймер. Если мы увелись, мы запускаем таймер. Только тут вопрос бы, конечно, если мы увелись, нужно на всякий случай проверить из таймер exist, типа сделать if .timer active is not paused, exist and is not paused. Вот так вот сделаем. И наоборот. Hide timer handle, hide timer handle и наоборот. Разворот. Такая вот история. Потом я хочу float timer time. Timer hide time. Hide timer. Hide timer time. Hide timer time. Здесь просто его сильно много в разных местах. Мне такое не нравится в разных местах. Если в одном еще нормально. Ну ладно, в двух там, но уже 3 это уже 3 можно уже делать. Подожди, в 2 местах. Ну ладно, уже создал, все поздно. Окей. Значит, таймеры создали. Этот создали. Все, он клацает, все он делает. После чего рун индекс. Почему здесь этот? Начать старый таймер, запускать новый. А все, что он делает, все, что ли? Так это все, что он делает. Он играет форвард, там нам не надо проигрывать форвард. А здесь нам надо просто очистить таймер. И запустить новый. При любых раскладах нам его надо перезапустить. Соответственно, что правильно? Вот так. Так.
Так и так. Так, 10 секунд. Ну, я думаю, 10 секунд достаточно будет, правильно? Ну, что там? Просто, чтобы он вечно не висел. То есть мы его открыли, нажали руну. И вот он висит. Какой красивый. Какой красивый молодой ставчик. Ну да, закрывать руны нет смысла, потому что, может, мы их почитать захотим. А вот apply button, он не сможет applyить их, потому что волна идет. Да, мы на кнопку именно apply будем триггерить, потому что, типа, мол, wave is coming, все дела. Wave is coming. Так. Icon. Ну, комбайн на будущее. Плай тоже потом. Теперь нам надо вернуться в runbar widget. В runbar V. И вот здесь у нас есть run button clicked, который пока ничего не делает. А вот он как раз таки должен будет триггерить вот этот вот event bus. И вот чтобы у нас все было хорошо, мы повторяем вот этот get event bus. Блин, надо как-то его... Никак его, ладно. Пока мучаемся, потом, может, что-то придумаю. Возвращенные не очень. Блин, я в одном месте так пишу, в другом так, uProperty. Ну все, давай чистое пишется под низом uProperty в начале, потом чистые, а методы наоборот. Так вот сделаем и все. Так, uProperty. Bus. Event Bus, хорошо. Это прям замечательно. Не того, что я геттер хочу. А где полосочки стрел? В какой стороне? Сверху. Так, хорошо. Раз, два. Потом сюда. А чем отличается подключить класс в Include и просто просиать его передокласс? И просто прописать... О, ну, чем-то класс ты прописываешь, ты лишь просто оповещаешь о том, что есть такой как его, класс. Его, и у тебя этот не ругается при компиле. Но он не знает ничего об этом классе. Где-то так пишет, а где-то по-другому. Циклотемия. Наверное, да, не знаю, что это. А если ты include делаешь, ты полностью файл подключаешь. Но в хедере лучше этого не делать, потому что компиляция увеличивается. Короче, если ты все будешь в хедере подключать, то у тебя вот эта компиляция первая, всем после изменения, она будет просто нереальное количество времени занимать. Вот, плюс также еще циклическая зависимость может возникнуть. Если у тебя один класс обращается ко второму классу, а второй класс обращается к первому классу. То есть у них там какая-то там что-то там есть. И тогда привет циклическая зависимость, и у тебя ну, она просто не соберется, короче. Потому что, чтобы создать один класс, тебе нужно, чтобы создался второй класс. Чтобы создался второй класс, тебе нужно, чтобы создался первый класс.
И как бы все, цикл замкнулся. Или каков был вопрос? То, что я вот здесь вот пишу, его сюда делаю, а не вот тут вот пишу просто класс. Вот про это был вопрос, может быть. Тогда ответ простой, чтобы все в одном месте было. Не было вот так, не пойми где. Ну, это не только это. Допустим, если у тебя есть миллион вот таких вот имаги, ты же, ну как, ну, допустим, даже ивенбасов, у тебя их там 20. Перед каждым писать класс это сильно много текста получается лишнего, а только перед первым написать это как-то некрасиво. Плюс если его кто-то сместит, то как бы и первый пострадает. Ну, короче. В общем. Там пишем, и жизнь прекрасна. Что делал? Я ивенбас подключал. Чекпоинтер. Чекпоинтер get. Там один раз только. Минус в том, что удалив такую переменную, ошибки полезут. Не, один раз, я же тебе говорю, что ты прописываешь один раз, но это некрасиво выглядит. Либо ты прописываешь у всех. Тогда сильно много текста. Ну, чтобы красиво было. Но да, вот ты ее удалишь, либо куда-то там чуть выше, ниже. Оно же, по-моему, если его ниже переместить, он его не воспримет. У всех не нужно. Фу, я ему одно говорю, он мне говорит, у всех не нужно. Я ему чисто говорю для красоты, чтобы прописать, чтобы вот такого не было. Вот. Ты пишешь класс. Вот ты пишешь класс. Вот ты написал класс. Вот, чтобы красиво было. Везде все одинаково. Мне было вот такой вот параши. Он мне говорит, у всех не надо. Я ему говорю, что для красоты вот надо, но это тупо. Он мне говорит, не надо. Чтобы оно работало, не надо. Но для красоты, чтобы оно все одинаковое было, столбик красивенький, надо. Ну а чтобы было и для красоты, и практично, и удобно, и так далее, Так вот. уточняй. Я думал, ты не знал. Да, понятно, вы все думаете, что я не знаю. Я говорю, что я знаю, вы мне говорите, нет, ты не знаешь, и объясняете мне то же самое, что я знаю. Это же понятно. Так, значит, короче, чтобы было и красиво, и понятно, и удобно, и без проблем. Вот forward declaration через вот тут вот делается, и жизнь прекрасна. Я что-то делал важное. Я что-то важное делал. Ивенбас. Бас у нас достается он. Вот этот красавчик большой. Кстати, система рефлексии Unreal позволяет менять даже приватные поля класса в плюсах. Угу. Есть такое. Но работает это, сами понимаете, как. Ты про то, что в uProperty прописать, то, что оно типа там private и не private, типа что его там выше, ниже, вот это вот вся фигня. Или как? Это одни из первых у меня проблем были, когда в CADstyle писали класс внутри класса. О, кайф. Кайф. Ну, это имеется в виду вот перед этим, да? То есть перед этим, перед самим указателем, его классом, класс пишет. Я же говорю, это разрозненно, ты не понимаешь, где что есть. Вот так вот у тебя все раскидано. И это самое. И если у тебя большой код, ты вот хочешь добавить, у тебя большой вот хедер какой-то, да, ты хочешь туда добавить какое-то поле новое, а ты не знаешь, этот класс уже есть там, ну, то есть forward declaration есть этот класс или нет этого класса, и ты пытаешься добавить его, а он подчеркивает, он доступ только блупринтом. А я говорю про плюсы. Окей. И ты не понимаешь, это визуалка типа подчеркивает его, или потому что его нету, и сам прописываешь его. И в итоге у тебя миллион вот этих, там где-то прописано, там где-то не прописано, и вот такая вот порнография получается. Короче,
Вначале самое то. Вначале самое то. Execute, executive bound. Вызываем. Что он хочет у нас? Он хочет run info. Run info он хочет. И он хочет еще run index. Особенно по all5 cat стайлу, когда хидер в одной копейке строк, передвинул эту с классом и все, разбирайся. Ну да. Передвинул эту строчку классом и все. Ну да. С этим cat стайлом, конечно, ёпиковским, это вообще забей. В 2 строки этих. Кайфовая тема. Ну, мне же захотелось на него посмотреть. Вот он, красавчик, поехал. Не, ну это еще он не поехал, вот он поехал, 2 строки, херяк. И понеслась. И вот тут, вот в этом, представьте, найти себе вот этот класс, где описан. Ну ладно, это методы пошли. Все методы еще идут, вот пошел этот. Где-то вот тут, вот среди этих всех, да, 5 методов. Подожди, что? Ну в разнобой, правильно. Не, подожди, не в разнобой. Не в разнобой. Методы эти, вообще пофигу. Все подряд вот это вот набросано, и что-то разбирайся. Вот тут пойми, где кто вообще. Где есть класс, где нет класса. Да. Бывает. Epic Code Style. Подожди, оно должно уже работать. Мы сейчас кликнем на этот батон, и он должен открыться. Надо еще наведение сделать, чтобы он визуально как-то понимал, что мы на него навелись. И вообще на него можно кликнуть. Надо тебя спрятать. Подожди. А как мы его спрячем? Подожди. Оу. А что будет происходить? Теоретически оно. Еще руны получить надо. Не успею, давай заново. Когда я нажму, что произойдет. Подожди, он скрылся только что. Я вчера спросил у ГБТ, какая разница будет между созданием дата-ассетов под каждого моба или созданием такого же количества блупринтов, унаследованных от моба. ГБТ пояснил, что каждый блупринт будет. Это вроде такое месиво из-за поддержки с другими версиями, но это не точно. Ну, скорее всего, да, это из-за того, что они, ну, короче, чтобы... Я скажу, как эта фигня называется? Ну, что поддержка старых этих, как его? Ну, короче, поддержка старого. Загружать в рантайме увесистый класс Default Object. А так как видов мобов у меня будут сотни, наверное, нагрузка на азу будет мощная. Так, типа мы нажали play, он заехал.
Так, подожди, еще раз. Что у тебя там по твоим виджетам? Я вчера спросил у ГПТ, какая разница может быть между созданием датастов под каждого моба или созданием какого-то такого же блюпринтов, унаследуя их от моба. ГПТ пояснил, что каждый блюпринт будет загружать в рантайме увесистый класс Default Object. А так как видов моба у меня будут сотни, наверное, нагрузка на Азу будет мощная. Само собой, потому что датасет он пустой. А вот когда ты именно, ну ты, наверное, актора имел в виду какого-нибудь, загружать у него дофига всяких там полей, дофига всего. И поэтому это, конечно, ну, не очень хорошая история. Поэтому дата-ассеты, предметы, мобы и прочие дата-ассеты в них держать это круто, а вот через классы, ну классы, и то класс, имеется в виду через акторов каких-нибудь делать это все, это шляпа. Это шляпа. Подожди, почему, когда я закрыл, он не очистил мне этот, во-первых, таймер? А, ну, правильно, что я его не очищаю. Удивительно, правда, почему он его не очистил. Так, хорошо. Это записали. Потом мне еще один момент непонятен. Оля тут ни при чем. Речь о том, для каждого блупринта в контент-браузере он загружает объект, хранящий о нем данные, снова рефлексия Unreal. Ну а что такое данные? Что такое данные у объекта? Это не поля, нет? Ну тогда я ничего не шарю. То есть поля он не загружает, он загружает объект, но поля он его не загружает, он не выделяет под них память, да, то есть этого не происходит. То есть он объект загрузил, а все остальное, ну то есть он ничего не, ну а что он тогда загружает? Это имена полей структур, их уровни доступа, метаданные и так далее. А память он под это выделяет? Или нет? Сбили. Я не пойму, почему он не скрытый. Сразу здесь. Хорошо, если мы запустим реверс вот этот с самого начала, то есть begin play. Так, в хитрую. Как я понял, много памяти. Ну, то есть выделяет много памяти, да? Ты понял? Ну вот. А что я не так сказал о том, что поля это важно? Что он их загружает? То есть что не так было? Не структур, а методов, а чепятка. А чепятка. Блин, ну вот то, что он это меня вообще не устраивает. Не-не-не, это порнография так делать. Да ты вообще о другом. Я членах класса, а не об их объектах. Ну, все, о другом, тогда я ничего не понял. Animation. А как нам сделать? Я понимаю, что можно его просто там поставить, как бы левее, чуть правее, но я пока не очень пойму. Я пока не догоняю, почему. Если мы его сместили в самом этом, мы его как бы там сделали через этот. Вот ты создал метод в блупринте, и его класс Default Object выделяет место под данные этого метода. Да. Или это уже ответ был? Так, мы Translation 700 сделали изначально. То есть он спрятан. Здесь вот его нулевой стандартный. Так почему он... Просто поясняю.
Потому что у самого его надо здесь сделать position с 700. Только плюс в данном случае. Это будет порнография сейчас. Мы сейчас его вообще не видим. При каких обстоятельствах? Ну да. Ну, как вариант, можно, конечно, вот тут поменять, здесь сделать 700. Минус 700. Минус 700. А вот здесь вот сделать 0. Взял, уехал. Куда он уехал? Куда он уехал? Зачем он уехал? Что за приколы? Взял, уехал. А чё он уехал? С каких таких, интересно, этих он взял, поехал? То есть там он не едет, а здесь едет. В чем сам? Что за бред? Или там еще тот код работает, который... Здрасте. Страшно, очень страшно. А, там тот код старый еще работал. Все принимается. А еще вчера мой дата-ассет Humana не хотел компилиться. Он что-то писал, что я пытаюсь уместить большой объект в Юн 16. Я посмотрел на вес, а он 73 килобайта. Нормально. Четко. Четко. Ну вот, все окей. Будет так. Без вопросов. Без вопросов. То есть каунт мы же не установили его. Каунт мы добавили, но мы его не установили. Он должен каунт еще достать. Каунт мы, кстати, не передаем нифига. Или он в RunInfo есть. Значит, посмотреть. А, не, он есть в RunInfo, он в DataAsset его нету, в этом есть. А сейчас каунт подставим. Оп. Name пустой, потому что у нас здесь name мы не указали. Что-то там типа тест руни number one. Вот так вот сделаем, побольше названия, типа, чтобы там сейчас, короче, ему плохо стало. Ну, не сильно плохо, но плохо. Number two. Все это сохраним. И еще я хотел... Ну, не такого я хотел. Когда снизил до 68 килобайт, стало норм. Вообще в 16 бит должно помещаться 65 535 значений, но видимо райдер не может правильно рассчитать весь объектов после компиляции. Да, райдер, видишь, он слабенький. Нефиг на райдере просто сидеть. Think about it. Так, cost текст, count текст, cost текст, cost текст, А Visualaka без плагина даже этого не делает. count текст.
Да, расскажи. Что именно не делает? Не говорит, сколько весит объект? Да. Да. Может, я что-то не понимаю. Но что вот это? А вот это что? Подробная информация. Кто на каком байте, что делает. Это что? Это что такое? Это что за покемон? Ты же говорил, что плагин устанавливал. Не, я плагин не устанавливал. Я такого не мог говорить, потому что у меня на Visual, по-моему, вообще нет плагинов. Это что такое? Вот это вот, что это? Вот это вот все, это что? Что вот это вот? Что это такое? Шутка? И что это? Вот это вот наводишь так и смотришь. В байтах! Ну да, Райдер за тебя плагин ставит. Это отлично. В этой комнате кто-то врет, либо моя память, либо ты. И есть только один способ добиться справедливости: ты будешь играть в рус-рулетку с моим мозгом. Отличная история. Понимаешь, как говорится, стримера можно взять за... Короче, можно споймать его на этом. Все есть в записи. Если найдешь, извинюсь, скажу, был неправ. Но ты не найдешь того, что я ставил плагины именно... Ну, может быть, что вообще ставил плагины, может быть. Может быть, там что-то в начале тесты какие-то когда-то делали, но сейчас, что вот именно на это, У это не стримера плагин. плагин только на тему. Да, вот. Но если тема это плагин, тогда да, все. Тогда плагины ставили, все, тогда есть. Тут признаю. Если это плагином считается. Вот тема. Вот. Тут еще сейчас скажут, а вот это расширение для Unreal, которое ставится, там галочка, типа, чтобы визуалака понимала, что это тоже плагин. Вот, а ты говорил, не скачивал плагина. Вот. Короче, да. Мне делать нечего, копаться в стримах полугодовой давности. Короче, суть в том, что Визулака молодец, а Ридер шляпа. Think about it. Потом через время я пойду Ридер. Поставлю себе попробовать. Мне понравится, а ты говорил, что Ридер шляпа, там туда-сюда. Вот сейчас пометочку делаю, потому что так совсем практически происходит. В основном это троллинг. Я не пробовал Ридер, я не знаю, я не хочу его просто так пробовать, он мне не нравится, потому что есть что-то другое. Потому что я сижу на этом, меня пока все устраивает. Вот. А вдруг Ридер тоже ошибается? Можно проверить через Сизева. Визулака не Ридер. Это true, это прям true из true, это прям правда, да. Визулака не Ридер. Вот это, кстати, можно справа вот здесь обозначить, пусть он справа будет, не по центру, а справа. Видно, что ни один из вас не юзал versus Code после него, или все лучше, чем код, или код самый лучший, другого не дано. Visual Studio Code? А как ты... Не, я видел там какой-то стримлер его использовал, я даже по нему этот гайдусы смотрел, когда плюсы учил. Чувака, вот он Visual Studio Code использовал для этого... Для
Ёпт, для Unreal. Вот, он там что-то там намудрил, короче, и его использовал, там какие-то штуки поскачивал. Но я так посмотрел, я вначале тоже подумал, может тоже сделать Visual Studio Code, там, он такой, его кастомизировать можно по-разному, там прям. Но что-то, короче, там сильно через задницу сделано все, какая-то пень-колода была тогда. Запустить надо, чтобы не F7, F5, а запустить то, открыть это, закрыть это. Короче, такая шляпа, фу. Вот, поэтому, если бы нет шляп, может быть, я на Visual Studio Я Code юзал сидел в бы. воскресенье код, он какой-то всратый из коробки. Наверное, надо долго настраивать. Ну, само собой, его надо настраивать, это как хотел. Так, подожди, а чё этот самый... А чё теперь он впритык? Всё сделал. Там тупо все на плагинах и скриптах, JSON качать, чтобы синтаксис читал и т.д. Скрипта, рисунок какие-то. Ну, хз, Зато но... летает. Летает. Да, он летает. Так, надо вот это что-то сделать с этим. С элементами внутренними. Этот слева. Этот строго по центру. Ауто. Пил. А вот этот справа. Растянуться. А чё он занял все место? А чё Я ты занял сейчас всё место? подумал, Ауто. у всех хуманов ведь одни и те же аниме, но характеристики могут быть разные. О, Видимо, надо перенести структуры анимации хуманов в отдельный дата-ассет, чтоб не весило 73 килобайта. могут быть разные, видимо, надо структуру анимации хумана в отдельный датас. Ну, датассеты, они могут наследоваться друг от друга. Понимаешь? Можно там это самое чик-чирик сделать. То есть какие-то... А, нет, тебе это не поможет. Это не туда. Я понял, о чем ты. Все. Все нормально. Делай. Так, вот так сделаем. Уже готовился дать тебе бан. Да, ну не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Вот это уже совсем другая история, вот. Run count, run cost, description. Это, кстати, тоже можно отделить отдельно. Ну, типа, отделить отдельно. Сейчас как там больно. Короче, ну, визуально, чтобы они понимали, что это разные эти блоки. Ну все, тултип готов. Мы нажимаем. У нас вылетает, что это на Первая бета на носу. Первая бета. Да. Вот сейчас вот уже можно. А я не знаю как. Я, кстати, видел видосы, там какие-то ребята делали, что можно как-то по IP-шнику, короче, подсоединиться. Или через Steam как-то там ты подключаешь Steam, что-то делаешь там через аккаунт Steam можно, короче, как-то IP-шник дать или что-то еще как-то подключиться. Просто я без понятия, как проводить бету. Как бету производить. Это ж надо, ну, чтобы кто-то с кем-то играл. Бота-то я не настраивал, чтобы он играл, как бы. Это типа а-ля люди скидывайте друг другу в Discord, что ли, свои айпишники. Типа подсоединяйтесь, сделать менюшку по айпишнику, чтобы он подсоединялся. У йопиков есть бесплатный серф на пару инвалидов, не готовые к релизу сервера. А, есть такое. Типа как плагины, да, идут. Ну, как плагин ставишь, да, там, небось, и это самое. Я ща подумал, путь крипов напоминает толстый кишечник, а в конце они достигают конуса с фекальной текстурой.
Дендракл. А ты молодец, Это ты молодец. Кишечник кита, а ведь точно или единорога? Единорога. Так, значит, руны у нас есть. Все у нас есть. Значит, он отображает картинку, он отображает закрытие, открытие. Apply применение есть. А там добил. Это интересно. То есть apply, он все это скрыл. Хотим посмотреть, вот тут переназначить. А вот это вот интересно. А почему он съехал? Смотри. А ну закройся. Он стал меньше. А как это работает? Как это? А как это? Ауф! Ауф! Тогда одинаковый надо сделать. Чтобы было хорошо. Я только за анатомию людей шарю, но и тут кишечник сильно изогнут, если он человеческий. Меня сбили кишечники, блин. Что я хотел? Я хотел еще вот эту вот штучку сделать. Где-то 0.4 давай сделаем. Не. Вообще кайф был. Кайфовый кайф. Ну уже поздно делать метод, который будет руну. Давайте. Ах, это можно было на мидинплей просто руну дать и все. Метод запустить выдавание рун. Нам нравится ждать. Так, ну да, больше такого нее, смотри, есть. Я в офиге. Он, наверное, как-то пересчитывает его. Из-за этого он на другую строчку его скидывает. И ему плохо становится. Не успевает пересчитать его. Ну, фиг его знает, короче. Ничего непонятно. Ну, в общем-то, у нас есть сколько его там. Только он не в онлайне обновляется. В плане того, что когда новое залетело, тут каунт еще будет писаться другой. Рункост и description есть. Уже тема есть для ТД, побороть глистов в кишечнике, до их выхода из туза. Ой. А это не руны будут, а лекарства, да? Это не руны, а лекарства, которые наоборот их это и того. И не башни, а тоже лекарства, да? Это типа, которые их того уничтожают. Гениально просто. Гениально. Так, еще раз, руны есть. Антитела, да, это к Дендиракл. Дендиракл нам сейчас расскажет все это дело. То, чем будет. Рункост. Все есть. Так, все закрывается. Проверили. Здорово навелись и не закрывается. Тест рум мембер. Рункост. Но это я с того, что вот этот добивает его, когда тот дошел, а эта башенка не добивает. Поэтому я тут усмехнулся. Так, еще раз, у нас это есть, нам надо теперь делать кнопку Apply. Но я по кнопку Apply на следующий раз бы оставил. Чтобы уже полноценно туда перебраться. Потому что нам надо, чтобы он что-то делал, соответственно, руны создавать. И назовем стрим создание рун. Не классное такое. Сейчас тогда вернемся к вот этому, чтобы он нам как-то показывал. А такое даже могло бы и зайти в Стиме, если визуал будет достойный. Кишки.
Зайти, ну, трешатина, да, такая заходит. Но не, мы такое не будем делать, даже если это и сулило бы успех. Не. Но когда одиночку надо делать, что смысл бороться, кто лучше вылечит очко, типа, или что? Типа, кто лучше дефает очко? SDFer? Или как назвать тогда в игру надо было? Defeat US? Отдельная тема визуалов DES за 49,99. А, ну да. Тема. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Ну, Def your S. Или Defeat your S. Нет, Defeat, подожди, Defeat это же побеждать. Или победи свое очко. Ай, блин, вы, конечно, молодцы. Сбили меня вообще в край. Нам надо сделать на наведение и на нажатие. То есть, чтобы он немножко так при наведении поменялся. Чей туз крепче? Гениально. Вот эту вот часть надо как-то тоже сделать, чтобы она немножко была. Apply сделать при наведении. Это менялся, блин. И всему этому надо давать вот эти вот стили. Школа-то будет понтуваться, как она обороняла до последнего. Спам Гидре зайдет. Да, спам Гидре. Короче, я просто думаю... Пресс-релист. А у нас вообще есть пресс-релист? Или нету ее на саму Vision? Ну, пресс есть. Native on mouse. А, подожди. Что у него есть вообще? Чего у него нету? Он mouse button down и mouse button up. Вот есть. Мы эти можем использовать. Блин, ну это, конечно, жесть. Но я думал... Что я думал? Я думал ему сайз какой-нибудь поменять. Трансформ. А у него есть вообще трансформ? Взять трансформ. Transform location, rotation, direction, select set transform. Set transform. Set transform есть. Есть у него set transform. By reference. Хотя можно просто скилл было поменять. Я что думаю, взять и вот этому товарищу, короче, скилл менять. То есть нажали, он чуть меньше стал, отжали. Так он обратно вернулся, чем ему больше делать. Больше ему не надо делать, ему надо обратно в единичку поставить его. У него ж, подожди, стоять. Вот же он трансформ. Ну да, скилл у него есть. Вот, скилл ему просто поменять, сделать там точка 8. Резко причем. Так, чпок. Ок. Или не резко. Или анимацию запилить. В 0.35. Или в 0.3. Анимацию запилить. И анимацию типа клика. И анимацию клика. Они все от одной батона идут, да?
Как замечательно. Мы прям в этом батоне для всех батонов сделаем анимацию клика, вот этот, который именно чпок-чпок. И именно в нем мы же и реализуем его. У нас все батоны работают. Как вам? А давайте попробуем. Давайте вот это сейчас сделаем. Анимацию батоном сделаем. И, наверное, мы на сегодня закончим. Просто я хотел бы на потом оставить. На потом. Ну, в смысле, чтобы цельное было. Мы занялись уже рунами. Так мы занялись бы рунами. А так как мы сейчас начнем руны делать, а уже как бы надо и заканчивать. Короче, некрасивая история получится. Так, батон. Ну, батон, иди сюда. Батон, иди сюда. Вот это вот мы скопируем. Копируем сюда, мы ставим. Hide аним. Аним это аним, значит клик. Кликет аним. Кликет аним. Есть контакт. Есть контакт. Ага. 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 Потом native preconstruct native. Где там пачка была этих нейтивов? Reconstruct, construct, destruct. Вот. Mouse button down. Чё? Preview mouse button down. Это типа в этом, в редакторе. Интересно. On key down, on key up, on... В смысле key down, key up. Когда мы навелись и нажали кнопку. Прикольно. On mouse button up, on mouse button down. Вот эти вот две штучки центрально удалить. Маус-баттон говорит, сам ты. Осуждаю Дракула, нельзя такое, ты чё? Осуждаем Дракула. Ну, хорошо, что оно, видишь, тебе это самое заблочило все. Так, native on mouse button down, native on mouse button up. Есть. Play возвращает, но все, давай мне его этот добавить. А тут есть кнопочка типа реализация, типа, ну давай. По create definition. Нет такой кнопочки здесь. Это надо ждать, пока визуалка тебе подскажет. Rescan есть. Clear browser rescan файл. Это фамилия известного доктора медицинских наук. Почему оно стало цензуриться? Представь, что твое имя стало оскорблением. Ctrl. Ctrl плюс что? Плюс точка? Ctrl плюс точка. Ну что ты мне его за это самое Второй молодец. параметр. Quick. Ctrl плюс Q. Но это не то. Что ты мне советуешь? Что же происходит? Что за второй параметр? Ctrl плюс точка. Плюс второй параметр. Что за плюс точка? А, вот, смотри. Change сигнатуре. Create declare definition. Если раскладка root, то сменить на English. Тихо. Подожди, что он сделал? Че я нажал? Подожди. Я не то. Ctrl этот самый. Create declaration definition.
Create. Common user widget. А он мне его не создал. А, потому что override. Молодец. Override. Override. Но оно не создать. Но оно не создать, да, потому что я override не написал. Так, видишь, это не визуалка затупила, это стример затупил. Бывает. Нормально. А теперь да. Теперь да. Ну вот узнал Ctrl. Точка. Все, благодарствует, полезная инфа. Это инфа полезная. Ой, подожди, супер. Фу, я запутался. Есть. Есть такая штучка, дрючка, и мы теперь перед этой штучкой-дрючкой должны сделать вот этот play animation. Или китаним play animation. А, так мало того, что... Подожди. А, ну да, если мы нажали, и если мы потом увели его... Мы потом должны еще обратку его сделать. И этот... О, сейчас такая грязь пойдет. Смотри. Play Animation Forward. И сюда передаем вот эту вот анимашку. А вот здесь Play Animation Backward. Play Animation Реверсия. Реверсия, а не Backward. Реверсия. Есть. Мы эту штуку сделали. А потом у нас есть еще один момент. А если мы нажали и мышечку утянули, что произойдет? Ничего не произойдет, он оставит ее там же. А когда мы уже отожмем кнопочку, она будет не на том виджете, и у нас кнопочка останется там же стоять. Поэтому нам нужно еще native on mouse leave. Вот этот вот. Native on mouse leave сделать. То есть, если native on mouse leave, то тогда происходит следующее. Мы анимашку делаем этот самый. Как же ты теперь избегаешь этого слова? Чего? Native mouse leave. Для чего? Native mouse leave. Супер надо тоже. Осуждаю. Куда вы это самое? На Твиче вообще-то такое самое. Прекращай баловаться. Так, native. Native on. Фамилии доктора Джона, открывшего синдром с хромосомной патологией. Mouse leave. В смысле избегаю? Ну, нельзя на Твиче. Твич не любит такого. Вот Твич еще не купил кику. Вот как Твич купит кику, тогда поговорим. Mouse event. Роберт и младший. Twitch делали люди, страдающие хромосомной патологией. Почему они решили, что фамилия доктора наук оскорбление? Ну, людей-то называют такими. Это дотеры все ввели. Это вообще все дотеры виноваты. Так. Меня сбили, что я хотел. Вот этот вот должен проиграть. Осуждаем железного человека. В обратку, но вот здесь мы должны indicate
Кликет. Почему из-за низкоинтеллектуальных амеб должны страдать мы? О, это не ко мне вопрос, это не ко мне вопрос. Кликет. Сразу, если мы нажали кликет equal true, тогда мы проигрываем этот forward. А если вот это вот, то mouse button up, if кликет, он делает вот эту вот часть, и помимо того, что он делает эту часть, он разворачивает вот эту часть. Я понимаю, что там как бы да, но на всякий случай. И также вот здесь вот mouse leave, он должен проиграть его реверс. И буквально это должен сделать вот таким вот образом. Кликет, то есть так вот должно произойти. Но он нам не даст запустить, потому что там дофига всего нету. Давай смотри. Нет, здесь нету. Мы ее назвали? Кликет аним. Вот единственное, то, что нам сейчас придется ее у всех свою давать. Это и хорошо, и плохо. Order. Transform. Scale. Опля, единичка. Мы на 0.25 сделаем. Точка 8, точка 8. В смысле, точка... я тебе сейчас дам больно. Точка 8. Точка 8. Вот, и соответственно, оп. 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 Оп, оп, оп. Или даже это долго. Сделаем 0.1. Да, сделаем. Там же 0.1. 0.1, да. Не, подожди, 0.15. Ну 0.15 пока попробуем, потом может 0.1 сделаем. Так, и 0.8, может быть это даже многовато. Сделаем 85. Да? Вот так вот. Так, хорошо, дальше. Дальше кто еще там хочет? Прибываться. Кликетаним. Открываем. Ордер, блин, вот это каждый, это, конечно... Недавно юзал бесполезную ноду Gate. Впервые в жизни пригодилась. Где? Где такое было дело? Потому что мне она вообще нигде пока не понадобилась. Ну, пока я этими пользовался, блюпринтами. Потом-то понятно, что я что типа такого создавал, наверное, я не помню уже. Но тем не менее. А чё за нода? Ну как, догадайся по названию. Гейт что делает? Так, а если я скопирую? Подожди, я хочу скопировать, я не хочу ее переделывать. Можно вот так вот Ctrl-C? А, он к бордеру возьмет. А у этого... А, так и у этого бордера чуть-чуть было. Ctrl-C, типа, убрать, Ctrl-V. Ага, ничего не работает, понял. Значит, тут это 46-й бордер. Здесь 46-й бордер. Ой, можно копия? Копия-то можно. А paste можно? Paste. Врата. Открывают врата в преисподнюю из Дума.
Не, ничего не сработало. Врата открывать. Да, именно так. Была анимация у карты, она исчезала, и логина на выход Анмоуселева руинила, Гейт помог. Логин на выход. Маус-лив руинил, гид помог. Ну, потому что он ограничивает, а потом скид. Короче, смысл в том, что у тебя выполняется действие, и потом ты можешь заблокировать Логика. его. Логика на выход, он маус руинил, гид. Короче, они врата типа как закрываются, понял? То есть у тебя что-то залетает, и следующий, когда полетит, у тебя этот самый, все, типа нельзя. Короче, реализация обычного була, который переключается там. Ну, чуть посложнее, чем был, но макрос такой. Типа. Вот тут есть гейт. Гейт. Вместо бордера выбирай ZIS. Выбирай ZIS. Там есть ZIS. Подожди. Посетительная бригада влетела. То есть выбирай ZIS. Где ты увидел ZIS? Если ты выделяешь так, то... Это в Anim Blueprint'ах. All Name It widget. This. Ее так можно было? Так можно было? Ну ладно, принимается все. Вот, не, это не только в Anim. Это вообще у тебя в блюпринтах есть такой вот гейт. Типа вот, который заходит, вот сюда нот откроет, сюда закроет, сюда. Скопировать можно сюда. будет. Скопировать, да, можно будет. Не, и вот скопировать... скопировать. Вряд ли, потому что смотри, в чем прикол. Он здесь именно блюпринтовый берет, а не этот. Они ж разные блюпринты эти. Скорее всего, нет. Припоминаю эту штуку. Так, 0.15. Хорошо. Transform, Scale. 1. Записали. 0.15.85.85. Чпок. Compile. Копия. Чисто эксперименты. А ты знал, что если 2 раза кликнешь по ноде, то тебе в визуалоке покажет метод, который она вызывает? Да. Там, так. Add. This. Transform. Scale. 1. Все это записать. 0.15. 85.85. Ну, это, конечно, беда. А ничего не сделать. Или сделать. Если отнаследовать... ой, что-то сильно много этих получается. Хотя так тоже не вариант, потому что если я захочу... С другой стороны, ну, опять же, хорошо со стороны той, что нам, как сказать, у каждой она универсальная кнопочка, то есть мы можем свою анимацию, где-то трансформа, где-то не трансформ нам понадобится, допустим. Но с другой стороны, это, конечно, забей. Когда оно одинаковое надо, это пипец. Ишь, капец. Что еще он хочет? Рун-батон. Вот здесь рун-батон, кстати, можно чуть поменьше сделать. 0.9. Так, это 1, а здесь точка 0.9, говорю. 9. 9. Точка 0.9 это немножко не то, что нам надо. Так, и опять башенки доставить. Башенки ставить и ждать.
Ну, прикольно, ничего не сработало. Прикольно, прикольно. Прикольно. Ну да, вообще никакие кнопки не сработал. Ну. Так, ну... Что? А, ну все правильно, он сверху вниз. Так, шпок, шпок, шпок. Все анимации, все окей с ними. Значит, с кодом что-то не то. Они, вот они. Mouse leave. Native on mouse button down. Как же символично звучит пердеж кита после недавнего обсуждения. Да. Тактически сейчас после башенки. Да. Не, ему вообще плевать. Смотри. Так, а ну-ка, а если я сделаю вот в этой части? Какой? Вот в этой части я сделаю не для... Точнее, я сюда еще добавлю. Ну, Sizebox. Чисто ради эксперимента хочу. Scale 1. А здесь scale.9.9. Мне просто интересно, это из-за этого или нет, или что там не так. Опять боль. Опять башенки строить. Делаешь? Так. Ой, там и что-то и флуд. Жан что-то буянит. Что за кондиция? Ничего не понял. Вержан там что-то написал. Понятно. Так. А не, ему плевать. Чё он не работает? А, даже брейкпоинт, кстати, не работает. Здрасте. Чё я это самое... Брейкпоинт даже не работает, то есть не срабатывает, он mouse button down. Почему? А вот это срабатывает? Это срабатывает. Mouse button down не срабатывает. Edit. Save. Вспомнил, что Ержан прислал видео по TF2 после того, как я прислал картинку с усатыми мужиками. Не понял зачем, ведь TF2 не по тематике канала. Ну, нравится парню этот TF2, он его везде сует. Что, непонятно, что ли? Я спрошу ГПТ. Mouse button down, mouse button up. Хорошо, давай разберемся. Один из часто почти базовые условия срабатывания.
Set visibility, yes, late visibility visible, проверка. Если set self visible, state hit test или collapsed, hit test visible, чё? Если бы был конкурс мирового уровня по лучшим усам, смог бы ты забрать первое место? Не. Так ты чё гонишь? Мои усы не. Test set hell. Вот это тут, может быть, стоит поставить. А ну-ка. Дайте. Но ждем, все, я сегодня не буду ничего добавлять. Мягко говоря, не идеальный. Да У не, меня ему такие же пофигу. усы, как у тебя, разве что на фарме вырастут. На фарме? На какой еще за фарм? А какой рост у стримера? А тебе зачем эта информация? Фармакологические препараты. А, на фарм, я понял. А тебе зачем? Ну, ответ зачем, и я скажу. Но я в разбросе скажу. Мало ли, будешь ходить с рулеткой, всех мерять. Ха. Пока до меня не доберешься. 295 СП. Ну, спасибо. SM. Это корректнее. Так, он мне предлагает вернуть... Там мы тебя видим, зачем мерить каждого? Да, ну, сравните, вдруг это самое, как его... скажи мне, вдруг просто кто-то похожий, но рост отличается, и вы такие, не он. Не он. Любопытно. Любопытно. Ну, а сколько дадите, как вы думаете, сколько рост? Давайте в угадайку поиграем, я потом скажу, кто прав, кто не прав. Вот кто угадает, я скажу, вот он молодец, он победил. Вот так вот будет, давайте. Как вы думаете, сколько? 185 сантиметров. Не. Но близко. Давайте остановимся на этом, близко все. На самом деле метр с кепкой. 1,65. Да нет, что-то ты как-то вообще это самое не... Неужели я на камере настолько низко смотрюсь? Ты чё, прекращай. Дендеракл почти попал, скажем так. Дендеракл почти попал. 182 сантиметра. Не. Все, Дендеракл, ты в бане. Все, один раз это самое почти угадал, все, ты больше не можешь угадывать, все. Сейчас будет по 1 сантиметру туда-сюда добавлять. И очень близок был, очень близок. Очень близок. Ничего не работает. 182,3765 десятитысячных сантиметра. Молодец. Нет. Короче, я не вдупляю, почему он не работает. Почему он не вызывает анимации на клик. Ну, зачем он вообще не триггерится там. То есть он на брейкпоинт не срабатывает. То есть анимацию-то ладно, он-то вызовет ее, если оно сработает. О! Ау! 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 Ауф! Ауф! Ауф, подожди, игнор. Подожди, в смысле? Че, маус баттон ап не сработал или что, я не пойму. Че, как-то он быстро вздрачнулся и все. Подожди. Теперь маус баттон ап не работает.
Просто стример любит усы и бороду и руны, вот и интересен был рост, если бы 1,65 все сошлось. Это типа гном, что ли? А бороду, да, я забыл побриться. Может, завтра, если не забуду. А может, и оставлю, может, будут зарастать заново. Уже зима, холодно, ибо нефиг. Летом ты забрил, потому что было жарко. Сейчас зима, надо зарастать обратно. Вот. Но Дендракл, я же говорю, Дендракл попал. Вот, прям почти попал. Там вопрос в миллиметрах. Если прям быть супер точным. Если округлять, то вот. Так и в кружке наверняка пиво. По-любому, по-любому. По-любому. И там уже все закончилось, нечего. Ладно, там, не буду я это. Там мало осталось. Я из-за вас сегодня второй раз себе кофе сделал вместо какао. Я хотел себе какао, бах, за это самое. А сделал еще одну кружку кофе. Короче, я не вдупляю, почему оно так. А почему? Что там, Леголас, что там? Тебя поднять или табуретка принести? Да. Было дело. Было такое. Скрытое стало явным. Еще типа гном, что ли, или что? Или что там пиво, или что стало явным, скрытое. Что там? Все, финалочка. Сейчас смотрю, что как получилось, нет. Посмотрим. Я туда не допрыгну, Арагорн. Я тебя подкину. Эльфу не слова. Да, тоже это с той же части, кстати. Или фетиш на гномов. Что какие-то эти... вот Только не за бороду. предыдущее сообщение. Просто стример любит усы, руны, бороду, и интересно был рост. Все бы сошлось. Потом следующее скрытое стало явным. Или фетиш Это на гномов. считается за одного. Я ничего не понял. А этот фразы Гимли хреначит во всю. Короче, это не работает. Я не очень вдупляю, почему. Под ним же... Я понял. Тут проблемки. Я понял, короче, что сделать. Дендракл, не плачь, все хорошо. Вот это нам не надо. Вот это нам не надо. Вот это нам не надо. А знаете, что нам надо? А нам надо следующее. У тебя, мне кажется, неправильно настроен виртуал. Тебе нужно в него добавить хендл. Привет, они там... проще ли сделать движение врагов через AI-контроллер и дерево поведения, а не через сплайн? Но я не помню, как в плюсах. Так, по поводу этого, нет, там вообще не нужен этот, я понял, в чем прикол, я просто перечитал то, что мне ГПТ написал, и понял, в чем тут прикол, почему оно не работает, ну, либо работает через задницу, там один раз сработало, ну, короче, а по поводу, привет, да, не проще делать движение врагов через AI-контроллер, они и так через AI-контроллер сделаны. Они и так через AI-контроллер, они и так идут по точкам, сплайн всего лишь это наглядная точки наглядные, они не двигаются как по рельсам. И поведение у них будет не через вот эту порнографию с деревом, которая есть в этот самый у ёпиков, как там, Behavior 3, а буду свои писать. Ну там какое поведение? Там мелочное поведение, а-ля встретил препятствие, бей его, и все на этом. Больше поведения никакого не будет.
Прям супер. Ну, может быть, какой-нибудь перепрыгнуть. Там посмотрим. Там посмотрим. Ну, какой там? Перепрыгнуть, что-нибудь, обойти как-нибудь. Может быть, сделаем 2-3 пути, ему будет по кратчайшему идти пути. То есть такое, мелочи какие-то. Там Behavior 3 для этого не нужен. Вообще, Behavior 3 нафиг для чего не нужен. Ну, опять же, я сужу по тому, как он в блюпринтах сделал. В блюпринтах мне не понравилось, как он сделал. В плюсах то же самое. И я могу написать, зачем мне лишние, короче, вот эти надстройки какие-то непонятные. Ну, в общем, они ходят по точкам. Это всего лишь наглядность. Они не по рельсам двигаются. А по точкам, все по точкам. Так вот, в чем была проблема? У нас тут баттон, он ловит эту всю фигню. Нам надо на баттон привязаться. И у него есть вот этот кликет. Нам надо на него кликет, типа, сделали. Он проиграл эту штуку. И тогда нам надо немножко другую сделать анимашку. Немножко другую анимашку. А стоило бы нарисовать рельсы. Типа, чтобы они по рельсам двигались? Не-не-не, ни в коем случае. Вот, ты тогда отсекаешь себе возможность перепрыгивать все подряд, обходить, как-нибудь атаковать и прочее. Ну, типа, он у тебя будет переть. Там надо будет извращаться. Мы, конечно, любим возвращаться, но... Button button clicked, да. Они вот так вот дорисуем, допишем ему. Рельсы могут содержать трамплины и переключатели путей. Молодец. Молодец. Вот, и, кстати, маус-лифт нам тоже нафиг не нужен, если так посмотреть. Потому что я сейчас сделаю ему одноразовую, который туда и сюда сделает. Смотри, короче, что я сделаю. Я сделаю вверх. Короче, эта кнопка вся блочила. Ты для себя делаешь или полноценную игру с модельками и прочим. Себя ли или полноценную игру с модельками и прочим. Ну и то ответ да. Держать. Модельки, допустим, мы будем когда-нибудь потом накатывать на это все. Опыт уже есть, так сказать. Поэтому нет смысла их сейчас держать в проекте. Модельки и прочее. Супер. Баттон кликит аним, и мы просто-напросто вот здесь к баттону привязываемся. Таким вот образом. Так, а мы не знаем, что такое баттон. Кстати, я понял, почему текстуры моих оружий из DS3 были такие темные. Почему? А, да, кстати, почему? Интересно. Оказывается, это плагин блендера, их темнит зачем-то. Ну или из другого места вытаскивает. Классный плагин. Плагин кайф. Я распаковал текстуры спецпрогой, и там они норм. Хороший плагин. А нафига он так делает? Не бага фича, да?
Чё? Единственное, что мы нажали, и он сразу будет этот самый анимашку нажать, типа чпоник, чпоник, чпоник. Не будет такое, что мы нажали, он держит его, а потом так отжали и все. Там надо было бы переделать на отжатие именно. Но в таком случае надо было вообще от баттона тогда бы отказываться. Я не хочу отказываться от баттона. И что мы теперь делаем? Правильно, мы теперь заходим во все эти анимации и меняем их. Кайф, просто кайф. Не знаю, он в принципе плохо поддерживает модификацию DS3. Он больше на DS1 и Demon Souls нацелен, а остальные игры поддерживают из-за схожей архитектуры. А там специальный плагин, типа, который прям настолько заточен специфически под этот. Так, тут же 85, да? 5 единичка. Так, это пропуск сюда. Ой. Теперь стоит поискать High-Res Texture Pack для DS3 и забрать все себе. High-Res Pack для DS3. Забрать все себе, нифига себе. Взял у Фромов, украл текстурки. Вообще обалдел. Ждаем Дендеракла. Так вот, почему я спрашивал за гномов. Просто у меня 1,65, и я переживал, стоит ли мне оставаться на стриме. А типа чё, конкуренция, что ли, по поводу, или что, типа, что, мол, если я тоже 1,65, то все, типа, два гнома не могут находиться одновременно во вселенной, или что, или на стриме, или как... Да, 1,65. А что ты переживаешь за этот самый? За рост свой переживаешь? А что переживать? Не переживай, переживешь. Вот это совет мощный, скажите, вообще мощь. Мне ну так нравится вот этот. Не переживай, переживешь. Ну мы тут не расисты. К гномам норм относимся. Тут только стример белых недолюбливает. Держи в курсе. Если бы у тебя был фетиш, тогда бы я дропнул. Это как? Это как? Это как? Я бы пригласил тебя в Дискорд, и я не знаю, попросил бы водку или что. Как это? Как это? Испугался бы за свой туз. Так. Ну вот, теперь да, все у нас хорошо есть. Да, оно вздрачивается так. 100%. Не, у нас нет никаких фетишей. Это самое. Поэтому все тут хорошо. Так. Ну вот, отлично, он вздрачивает, его все кнопки работают. И прекрасно, мы четко понимаем, что мы нажали. Единственное, что подсветочку сделать. Но я пока не знаю, какую подсветочку хочу. Может быть, я захочу рамочку добавить ему. Но мне единственное, что здесь не нравится, вот в этих всех, там браш надо этот насадить. Он такой кривой, он такой неудобный, блин, отдельный этот, его надо, вот это вот все, связки, шмяски. Все есть. Руны сделали, этот сделали, сделали, есть. Кнопочка Apple есть? Есть.
И кнопочка комбайн даже есть. Ну и потом еще там всякие кнопочки можно добавлять. Просто немерено их добавить можно. Как минимум еще 2 сюда точно влезет. А потом посмотрим. Итак, нам надо, что нам надо? Дальше мы что будем делать? Мы будем добавлять кнопку Apply. Она у нас возвращает нас в компоненту типа Apply Run. Он Apply Run. Можно, кстати, уже создать этот. Ладно, это уже закрываем, все. Он Apply Run. Мастер. Button. Он Apply Run. А, подожди, так мне там... Я закрыл его, да? Можно мне открыть его обратно? Потому что мне вот этот товарищ не нужен. Нет, товарищ не нужен. А еще я бы хотел... А, такой он здесь не используется. Ты анимацию для кнопок делал? У кнопок же есть нормал, ховерт, кликет и еще несколько. На кликеде можно подинг менять. Вот тебе анимация без анимации. По дефолту так и есть у кнопки. Да, но я не использую кнопку как этот. У меня там сделано специфически все. Поэтому там это я не могу использовать, поэтому я и делаю анимацию. А про это я знаю, что у него есть там и ховерит, и вот эти вот всякие остальные истории. В дефолтах, ну, в параметрах этих. Так, потому что кнопка, она у меня невидимая. Ее вообще невидимая. Она у меня чисто как кликет срабатывает, чтобы я мог потом прест туда добавить и прочее. То, чем я никогда не воспользуюсь, но тем не менее. Короче, она у меня невидимая. А сам ее стиль обозначается вот этими бордерами и всем остальным, что там находится. Вот такая система. Вот такая вот система там у меня. А что там специфичного? В кнопку можно встроить картинку. Можно встроить картинку. Да, тебе даже не обязательно встраивать картинку туда. Ты же можешь оверлей туда встроить, растянуть его и встраивать то, что тебе надо. Кстати, а Enhanced Input Mapping можно чисто на плюсах реализовать. Enhanced Input Mapping. Да ты можешь, ну, блин, ты такие вопросы спрашиваешь. А на чем он у тебя? На питоне реализован? Или на чем? Или на JavaScript? Конечно, ты можешь на плюсах все. Только будет гемор. По поводу того, что там специфично. Просто мне там по работе надо было так вот, скажем так, вот баттон не получался, а вот это получалось. И я такой, типа, мол, все, буду делать теперь так и все. Надо, не надо, делаем так. Я там кое-что с виджетами делал и... Там же дата-ассет, в котором надо кнопками заполнять массив инпутов. Ну... А в чем проблема, собственно говоря, их заполнить? Ты знаешь путь, знаешь, как создать, знаешь, как заполняй. При этом, элементы массива нельзя местами менять, а только переделывать. У тебя же это массив, там хранится какой-то тип данных. Этот тип данных ты можешь заполнить. Соответственно, что? Правильно, берешь и заполняешь. Только это неудобно будет. Я так говорю, как будто его я, ну, типа, заполнял, шарю и прочее. В душе не гребу, как это делать. Но на плюсах можно все. Поэтому и тут тоже можно. Просто не стоит этого делать. Так, я что-то хотел. Я хотел в Eventbus добавить этот делегат новый. Не уверен, что вообще можно создать класс, унаследованный от маппинга. Ладно уже. А тут можно? Куда-нибудь потом проверим. Давай сейчас напоследок T-Delegate.
Delegate, вот тут, вот. Так вроде можно перетаскивать настройку. Не. И по поводу того, что Дендракл там Дендракл мудрит что-то там. Ему надо на плюсах все на плюсах. Иначе не подойдет. Он apply run, мы вот такой вот сделаем. Это самый, он in будет, это индекс принимать, по которому мы работаем. Потому что у нас здесь в tooltip мы вот приняли run индекс. И мы его вызываем. Чпок полетел. Run tooltip, давай сюда сразу. Get event bus. Event bus. Стримера тоже на плюсы переведу, и будет он клепать игры быстрее. Apply, быстрее? Куда еще быстрее-то? Так, летим как. Run. Слетим просто вообще прям. Полетели. Что я сейчас сделал? Вот что это такое? Кто знает. Вот, вызвали этот и передали run индекс. Ну а дальше он в компоненту залетает, и компонента уже делает то, что ей надо. Здесь-то ей надо будет не на констракте. Begin play. Я найти в констракт еще, поняли, да? Event pass on apply run .add bind new object мы пропишем this. Больше мы ничего не пропишем, пусть будет ошибкой. Мы в следующий раз уже с этого момента и начали. Короче, добавляем руны, то чтобы он их юзал, чтобы он его отнял оттуда, юзнул, то есть применил. Соответственно, что такое применение? Это спаун вот этого того самого U-объекта. Потом он должен будет его записать обязательно, в который висит, то есть чтобы мы не могли точно такой же юзнуть. Соответственно, он должен будет в это хранилище перед тем, как юзнуть, забраться, проверить, есть ли там что-то. Вот эта вся история. И как-то так. Да. Вот. Ну и дальше руны, потому что то, что мы их юзнули, это здорово. Надо, чтобы они что-то делать начинали. И что-то происходило. Для начала просто мобцов будем драконить и башенки драконить. То есть статы базовые вот эти урон поменяем, скорость, хп добавим, хп, ну, отнимем. Ну да, хп отнимем, макс хп минус. Чем, собственно, нет. Вот такие вот вещи поделаем. Ну а извращенные всякие там потом уже будем добавлять. Недавно хотел отправить ГПТ исходники в архиве, чтобы он нашел ошибку. Спросил, сможет ли он его открыть. Он сказал, что сможет. Я отправил, а он, простите, у меня нет инструментов разархивации. Получается, обманул он тебя. Обманул. Короче, вот такой вот план. Сегодня сделали тултип. Тултип работает, тултип открывается, тултип закрывается. И у нас все хорошо. Круто. Я думаю, да, круто. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. Заполучил мои исходники, и теперь они в базе данных OpenAI. Да, вот так вот. На Discord и не только. Ссылка в описании. И всем пока. Всем пока, я домой.